Всем привет, ребят! Сегодня мы будем разбирать две первые игры Team Empire на стокгольмском мажоре по радуге. Ну что, погнали? And I'm gonna go to Mira. Okay. Let's see if any of that is half right. We send you home if you are incorrect and immediately wrong. Oh, I'm just like North American now, Parker. I'm going home in a near airport. That is I. The buck. Бак. And to be honest, Чё, Орегон Империя в атаке? targeting Empire, then most likely being on that Bach operator is gonna get taken off it if that's the case. The Thatcher does follow through, so we are taking one right and one wrong so far. Will the Valkyrie and the Mirror follow troop, or will we see something else more specifically for this matchup? Well, Empire tends to stay pretty similar with all of their bans, so I wouldn't be too surprised if you were right. But no, it's a Kaid getting banned out. So Вчера Розион намекнул, что из-за шепа кикнули, ну или мне так показалось. down below, underneath generator and underneath the games wall, a Kaid Electric Claw, really impactful there. And if you want to defend it with possible shotgun and impact combo, you can do that. You were right about the Valkyrie, so you go 2 for 2, which Без комментариев. slag off NA a little bit more. North America would be lucky to go 2 for 2 with how they're playing so far Very today. true, Parker. I will say the Kai ban is very common after a Thatcher, because if you ban the Thatcher, the Kai gets enabled massively to deny those hatches when you go for the basement bomb side. Outside of basement bomb side, it's not as big of a deal, but Вроде прямым текстом сказал, что хуёвое отношение, правда, что шеп ЧСВ? Ну, насчет того, что шеп ЧСВ, я, ну, да вроде нет. Да я не знаю, на самом деле, не знаю, не могу ничего сказать. Когда я с ним играл, типа, да нет, нет. Сейчас не знаю, не могу ничего сказать. Не, я не сомневался, я пытался вспомнить, типа, ну, чтобы ответить честно. Чё они забанили? Валькирию и Каида, да? Там мне в Steam пишет, вы чё, обнаглели? Поджиг. Мы вчера с Разером всякие прикольные моментики обсуждали. Ну, типа, короче, не мне это рассказывать вам, у кого какие отношения там, и кого из-за чего кикнули, типа. Если Разер захочет, он сам расскажет. Гроби, спасибо за фоллоу. И Веа, спасибо за фоллоу. Ты был в теме, когда Юл был, можно было в лайве херачить ставочки на раунды? Да, я про это знаю. Меня из-за этого забанили на 1x ставке. На русской и английской 1x ставке я забанен. И на всех сайтах, кто использует их систему, я тоже забанен. Ну, не забанен, в смысле, а у меня ставка заблочена. Так, подожди, чё? А чё за сайт подвал? Этот дурачок сдох в... ну понятно. А кто умер? Вегер. Ну... Вопрос. У меня на XBT 320к блоки. О, что ты там делаешь? Если это вопрос, то я же ответил, типа, да, я был. И я в курсе. Транс умер? Табакинов кадр? Да он там что-то пол лежит, я не знаю зачем. Он как его пол полезать, как не знаю, под солями просто. The supply portion of the bomb site now is going to be a touch weaker with Rin's absence. It is, and we spoke about the man count being super important. Empire is going to be super happy having that one extra gun in comparison to down. Не доехал, да? Да, не доехал. Now we're in stage 2. Stage 1 is map control. Stage 2 is the setup.
Right now they're setting up. They want to get rid of the shield inside of elbow. They want to get pillars control, and with that they want to. Что ты пишешь, Рейнвин? Рин Транс, Транс умер? Чё вообще? Вообще о чем? Чем думаешь насчет Медведа, замена Ризи? Да ничего не думаю, я не видел особо его работу. Оп, минус Always. Шепард разменял. Так... ну в синке щит, наверное, стоит, да? Ой, вот это они не прочекают, наверное. Ой, не прочекают. А, не. Ладно. Так. Хорошо. Ну, здесь ничего особенного, просто со всех... Ну, не то чтобы со всех сторон, но просто... Выбили нужные позиции при атаке синьки, и все. И выиграли раунд. Ну, если бы у Демвонов была заренфлена стенка... Такая... Вот эта левая стенка, если она была зарефлена, если бы мьют поставил мьютилки, то может в ВП... Ой, ВП. У Империи были бы чуть побольше проблемы. Матч Империи с ССГ смотрел? Отчасти, да. Я знаю счеты и отчасти смотрел. Но вот тут челу стоило уйти, типа он убил Олвейза, и ему надо было уходить там. But Empire, beautiful refrags, they were all on the same side of the map, and they made that work in their favor. Really masterful execution there by them, and the right call after they got that Rin. Рин чел с длинными волосами, похож на девку из Вон. Ай, господи, ты об этом вообще. Хрен поймешь, блин. They certainly are. Not only that, but Oregon is a map where like the lobby it wants the set up for success. And as you said, maybe the IGL should swing him back. Мне кажется, мы из группы не выйдем. Ну, я правда что-то не понял, почему там 6 матчей, типа, еще. Или сколько там матчей остается. Но это возможно в теории. Чё за мышки у Шолвейза и Дэна? Почему они проводные? Интересно. Не, ну с мышки Шепарда я вообще рофлю. Для меня вот эта розовая мышка Шепарда это просто худшая мышка на свете была. Потому что она жутко скользкая, на ней рука очень сильно потеет, и она просто как вот так... У тебя по руке просто летает. Контроля просто 0. Она тяжелая еще вроде, что-то такое. На проводе, короче, ужасная мышка. Я вот только не понимаю, почему Empire сегодня идут жестким фаворитами с Фури, почему так верят, еще 4 матча. Почему фавориты? Я не знаю. Ну, типа... Да какая разница? Мы раунд начнем вообще, нет? Я, может, на начало игры перемотал или что? Они до сих пор не начали, они до сих пор не начали, они до сих пор не начали. Они только сейчас начали. Спустя 7 минут. НП и Зайген, возможно, у Дана. Но я хрен знает, что это за мышка. Скутер когда-то таким спортиком был. Ну... If you can manage to get edit control, which is difficult, by the way, and if you can manage to get the breach open into the closet and then get generator control, which is difficult. 12 очков осталось из 18 возможных. Я понял о чем ты. Ну, да. Как общаешься с пацанами? Как общаюсь с пацанами? Да никак не общаюсь. Ну, со скутером иногда играем там во что-то. А так, типа... Ну, просто, типа, не общаемся. Но не потому, что, типа, в ссоре там или еще что-то. Просто, ну... нет общих занятий, я бы сказал так. Типа, когда вышло дополнение в Вове Shadowlands, мы там играли с Шепардом, джойстиком.
Потом еще был Раск, я и... 185. I would like to и- repeat А, that. еще Коржека был. 185. It is a confoundingly Я не ожидал, что Шрап главный провокатор. pull off some miracles now as he's under fire from multiple Empire members. Loses just over half of his HP, but very safely makes Я, ну, не знаю, что сказать. escape Тут route как he's бы, gonna go through with ну, Boogeyman. Now has to get back to the top floor bomb site. I mean, he basically got a whole escort there. Two guys from Damwon Kia joined with him, and they не, я реально, типа, ну, мне нечего сказать по поводу этого. Типа, ну, Cypher is almost at half a piece. He gets shot or chipped. у меня реально насчет этого мнения нет. Я хз. They're gonna make their way into the master area with armory control, and we'll see if Если вы это откуда-то узнали там или от кого-то там, Wall inside a bedroom. то, ну, Not наверное, это правда. too far off the bomb site. Я хз. So 5 versus 5, minutes 20 to go. Now Empire has to start working on these breaches. They just got attic opened up, and they'll be rotating around to see Они с детских идут? master bedroom closet. Да. And once both those breaches have been opened, it's about the setup. You need to eliminate the crucial positions. Look at Katzen and Kota. They're looking for something here. Floristone comes out, takes out the shield as well. А чё дронит Always? Я чё-то не понимаю. ADS is next А, ладно, to не важно. You're in for a great party. Newcomer will of course put a stop to this breach, but Бля, я вот тут смотрел этот матч, и я не понимал, почему не может джойстик или кто там, скутер, прийти просто вот на первый этаж и в эти дырки, которые он трикает, убить его. А если они боятся Рома, то, ну, пусть, типа, джойстик прикроет его там, или они друг друга прикроют, там, дроном, хероном, я не знаю, как угодно. Тут просто трейд их. Интересного. Ну, тут, да. Тут слепые зоны, очень много их, и, ну, джойстик просто, ну, unfortunate. Сложно было все прочекать. Ну, 2 секунды осталось, рип. 1-1, да? the fortunate thing for Damwon Ну, ты же ушел из-за чего-то. free kill that Wookieeman found on Mm. was crucial because once that kill was found, the last two remaining players of Empire were both stuck on the big tower side of things in Attic, which means you don't have the pins anymore. It's just a one-way push, and they don't have the fuser and there's banshees and. Oh, Ну, I will say, блин, ну не знаю. Почему Империя проиграла этот раунд? Ну, на самом деле, look at Katzen and Kota. They're looking for something here. тут просто какие-то, вот в пропиле какие-то, вот, куда пошел скутер во время пропила, я вообще не понимаю. Вот сейчас пропил открылся, и почему скутер просто фулл лицом стоит в двери? Ну, я что-то просто не очень понимаю. Куда он вообще пошел просто? И Always тут же сдох. Типа, чё вообще? Не, я понимаю, что им надо смотреть этот пропил. Но, типа, почему нельзя просто одному аккуратно смотреть издалека в пропил, там, Always, условно, а скутер пойдет на дверь лисы. Типа, и все. Бля, а джойстик мог пойти не на белую, а просто пойти на фаст. И тогда бы челы, которые стоят вот здесь, у фаста, очень жестко бы напряглись. Потому что если там нет сок, джойстик бы закидывал им хае. И, ну, и шансы выиграть раунд увеличились просто в разы. Я вас уверяю. Можно было даже ничего бы не пушить. Кто-то бы 100% умер из-за защиты. Если стоять просто у пропила, у двери лисы, на фасте, у атика. Кто-то точно умрет из защиты. Если не все. Все, раунд выигран. Все очень просто. Джойстик не идет на белый, идет на фаст. Эти двое не умирают на пропиле. Все. They ended up reaching the wall and generator with like 30 seconds left, and that is due to the fact that Jazz. Идите, я стратег, конечно. Но мне легко говорить, я так смотрю реплей, а они-то играют.
So, Damwon, Так что да. even though they lost Laundry Supply Room, they're not particularly interested in going back down there. They're going to head to the middle floor. We talked about the viability of this middle floor bomb site. I say bomb site because in a lot of ways it does kind of Могут ли быть решафлы? one gigantic bomb site. У кого? Империи? Is in mess hall or in meeting hall, it doesn't really matter. Я не знаю, честно. The same level of map control needs to be applied. Teams are going to look to go and get that diffuser planted. Думаю, ну, если Империя провалит этот мажор, Not, we do see то kitchen я думаю, нет. and could come in particularly good Не будет решаф. because when you want to take control of this bomb site, one of the first steps. Я думаю, Империя будет решафлиться только если будет несколько турниров провальных подряд. Can do that well. А такого пока что нет. The puck is also a formidable option. Игроков нет. Comfortable one for Empire. Да, не, это так кажется. We have any vertical play at all, so Типа, на самом деле, ну, Damwon Key have managed to find хотя Империя не сможет забрать игроков из ВП, у них просто денег нет на это. technicalities. Банально. Cypher on a very important operator, and we should try and keep our eyes on how he Пойдешь обратно в Империю? Да, меня никто туда не возьмет. This was something we talked about as well. Так что можно расслабиться и не париться. Whose pick rate has steadily Типа, я просто думаю, что Империя не сможет никого выдернуть из ВП, потому что у Империи, как у организации, просто нет денег на это. Свободных. Они не смогут заплатить там 5, 10 и более тысяч за какого-нибудь Пашу, там, условного, или Раска. Даже если те сами захотят этого. У них просто нет на это денег. Может быть, чуть потерпят и бесплатно смогут забрать. Я не помню, до какого числа контракта у ВП. Я честно не помню. has already seen a ton more play at this Не уверен в этом, короче. any other event that we've had except for maybe Нави выкупят Империю, кикнут британцев? Да, Нави вообще насрать на радугу, я вас уверяю. Нави вообще срать на радугу. Они в радуге только для того, чтобы иметь скины там. Все. И вообще пофиг, какой состав иметь. Yeah, the Finga also, something that we've seen is that Finga kind of originated in APAC as a region, and then slowly but surely with the Gone 6 changes, and of course now that she can heal players, before it was an overheal that would go off over time, now you keep the health that you gain. Этот раунд я, по-моему, видел. Finga is seen very much, like her and the Iana, you get Ну, здесь смог стоит вблизи, бля. Ну, типа, between those two operators, надо 6 пилить. passives, which is crucial for these rounds. well, he talked about the Yana in play. There she is. This Empire lineup has tons of throwables at their disposal. Look at that. Есть еще много талантливых пацанов, которые, правда, опытом достаточно не обладают. Ну да, так и есть. Не, на самом деле игроки есть, ну, из которых можно выбрать, но опыта у них не очень много. Ну, это такое, типа. Six grenades. Yep. Nick. 3 flashbangs and 2 smokes. There's an area of breach, can opener, or claymore to be found. Empire clearing from below now as we're just past the halfway point here of round number 3. Teams both even with 1 round apiece. Empire's stack up is towards stage. They want to take control over there, and burning the ADS is a good step. Вот тут я не понял, что произошло. Вот это, я даже на стриме смотрел. Я что-то в голове у себя прокрутил просто. Round number 3. Teams Вот смотрите, стоит 2 соги. Он кидает хае одну, она попадает в согу. Раз, apiece. оп, Empire's кидает хае 2. towards stage. They Оп! Ее Или это флешка кинулась? Или что это было? Ну окей, подождите. Вот он кидает вторую хае. teams both even with 1 round. Хоп! Нет, стой. Это первая. Вот первая хае сожрала сога. Stage. They Вторая хае сожрала сога. want to take control over there, and burning the ADS is a good step. Что это за хае вот тут лежит? Что это? Я не понимаю. Может, Дэн кинул? Stack up is towards stage. They want to take control over there. Что это вот это? Что это за хае лежит? Флешка Шепарда сожрала согу? Round Серьезно? apiece. Empire's stack up is towards stage Да, реально, Шепард кинул согу. over there, and burning Окей, я проебал, значит. they have some time. Я просто думал, типа, But now хае сожрала сога. away always will have clear round. Ой, сога сожрала хае, типа, и хае все равно взорвалась. Eating is typically where you see teams. Сейчас Шепард, по-моему, сдохнет. So that seems to be the same case here.
Now, it did take a couple of nades, in fact, 2 nades exactly, to get rid of that mute jammer, but Empire. Надо было кинуть одну хае просто в нонхолл, и Смок, скорее всего, бы умер. Long angles, but Ну да, Шепард просто умер от большого расстояния, ну, лонг англа. that is what they need to utilize to get rid of those crucial positions that they can win. Джойстик мог здесь запушить, но он не знал об этом. And Yas takes some damage in the process, by the way. The Wamai almost reduced to half HP. 30 seconds to go. Овойс тоже умер от пропила. Ну, типа, надо сэндбэги как-то выкуривать в данном моменте. HP you have, as long as you've got one, you can still hold a gun. And that's Yas's second kill onto Always. Boogeyman looking deep. They've got full coverage of this meeting, and down goes Scyther 2. Dan in a 1v4. Бля, на самом деле, типа, они могли все постоять на одном месте просто, походить углы, там, попытаться сэндбэги как-то выбить. И один из них, кто-то, я не знаю, кто свободен больше всего, мог пойти просто в мейн и в крысу прийти им в спину. Потому что, по-моему, никто спину вообще не смотрел, и дверь в митинг была открыта. They still have 4 more, and they're Почему Атик не заняли? Ну, потому что его надо пилить. И потому что там чел смотрит издалека. Но в теории можно было его занять, да. inside of meeting. They're stuck in these corners due to those long angles, but Yas finds the head of Shepard. Damage in the process. По-моему, типа, ну, никто не смотрел митинг. 30 seconds to go, but doesn't matter how much HP you have, as long Типа, у них стоит один на двери вот тут, один на сэндбэгах. Мог уже умер. looking deep. They've got full coverage of this meeting, and down goes Scyther 2. Dan in a 1v4. Короче, мне кажется, можно было в митинг зайти с двойных дверей, как-то в крысу, на альте там, я не знаю. Какой-то тайминг можно было пройти, потому что, ну, по-моему, Ягер был на Зиге. Вот когда джойстик где-то стоял у кухни двери. Где он тут стоит? Такой. Вот, джойстик стоит около кухни двери. Ягер где-то вот тут бегал, перетянулся в кухню. Этот чувак, который Атик контролил, вообще в детский перетянулся зачем-то. То есть Атик сейчас никто не смотрит. Мейн никто не смотрит. And Yas takes some damage in the process, by the way. The Wamai almost reduced to half HP. А они вдвоем дропнулись. То есть Атик сейчас вообще никто не смотрел. То есть если бы Атик был распилен просто, то How much HP you have? можно было бы в Атик пройти. Gun. And that's Yas's second shot. Короче, мне кажется, проблема в Империи в данном раунде была в том, что они просто все... Они ничего не придумали, они просто в лоб пошли и убились. Типа, они ничего не придумали. Они не пошли ни вверх, не пошли ни в спину им, никуда. Они их никак вообще не подергали. Always. Boogeyman looking deep. They've got split push potential for them. They weren't taking Спасибо за фоллоу Джекмену и Буллет. any control up inside a main lobby. They didn't focus mess hall. They didn't focus security. So it was relatively easy for Damwon Kia to just hold the positions they were in and force Типа просто... themselves эм, strategy. And I do Ну, ты не можешь просто так выиграть митинг, если ты только не дашь киллы какие-то. want to take gun Просто атакуя в лоб. because we didn't Ну, это сложно, типа. we only Надо противника дергать. Ну, тыкать его в спину там чем-нибудь, я не знаю. from Empire. Надо в спину его как-то напрягать, надо как-то вверх его напрягать, чтобы он напрягался, Damwon Kia а не просто в лоб идти. that Empire chose to go for. They lost, Как думаешь, у ОП были бы шансы на мажоре с такой доминацией латам региона? did get one grenade kill, but outside of that, it happened very quickly. Threw onto Shepard, the entire Не знаю, наверное, были бы какие-то шансы. Но другой вопрос, что они туда не прошли. They were still setting up, they were still clearing out the areas that they didn't like Damwon Kia to have. Тут очень сложно, типа, смотрим заливы, да, в прямом эфире. Ну, как в прямом, не в прямом. This time around, and we might see a Ну, типа, сложно говорить о том, кто как бы сыграл, потому что вот, казалось бы, Тим Империя должна выиграть вот этих чувачков, да, ДВГ, но она не выиграла. Так что сказать, ВП хорошо играли или бы нет, я не могу. Это типа, ну, это пальцем в небо. Около там уже азиаты ебут ёбку страшно делают. It's a Ну да. defense for Damwon Kia. Rin will be Спасибо за фоллоу, Ёж Тейлс. He has to rotate. So it does Если я правильно прочитал. the player, but at least he has some help from a rotate to help him move around the map. And of course, I would love to see if Damwon Kia could extend up someone from a different staircase, but no.
Right now, По-моему, сейчас Ягер будет пикать в окно в тавере, да? to see it, Или нет? Rin could just be a sitting duck at this point, but a Нет. lot of roamers will deliberately try to waste Он time. чё, выпрыгнул? Okay, duck at Он this чё, выпрыгнул? all the way back on site. I hate to see it, Он выпрыгнул. Rin could just be a sitting duck at this point, but a lot of roamers will deliberately try to waste time. И просто убежал. Well, That was interesting. He jumped out the big tower window, made his way back into the big tower, and nothing really came out of it. Dan survived, Rin survived. Такой изикил был. down goes. Если бы у Дэна просто была бы дверь открыта, или он бы вот стоял не у двери, а где-то сбоку. The Rotero drone's first bit of debris will go a little bit farther, and there's a proximity sensor, proximity alarm from the defenders there that could have been taken out as well, but I don't know if it'd been drone. First hatch. Или хотя бы если бы у него дверь была подбита на 2 удара. The focus from Empire the last time they attacked this. Просто вот он выбежал, выбегает, один раз ударил по двери, выбегает, убивает его, все, изикил. Минус Ягер. Перекамбэкнет еще копиум. Was focused over on laundry. Мгм. Boogeyman playing that mirror, it's safe to assume that Damwon Kia are following that similar path as in the very first round. I think because Empire haven't found a kill Да yet, не, я на самом деле считаю, что ДВГ не лютые. sure and Они не лютые, просто Империя атакует в лоб и ничего не придумывает. pushing buttons and seeing what happens. Will it be a backside take? It does look like their favorite. Да тут придумывать даже нечего, типа, ну окей. Просто они атакуют в лоб, они ничего не делают. Им надо вот при атаке с митинга атаковать в спину хотя бы одного отсылать. Как-то атик напрягать. А они просто долбятся в один пропил и в одну дверь на кухне. Все. Close. Rin barely gets away. But that means that Pillars is now clear. Empire has a joint there. They have two impacts. They know this. I would not be surprised if they choose to go for the same attack again. My, and И дрона. so Dan's Rotero drone will go out and open up some of the wall, and boom, there it goes. Further access and clear passage for Empire. Another Rotero drone is now going to go out, and Dan. Этот дрон сейчас от мьютки сдохнет. It'll go off because there's a mute jammer there, and claim it. There's yet another just down by elbow. Что-то разброс дронов надавали и в That's тильт. exactly why you want to bring Ну, да не, я не согласен, типа, просто имперцы, как бы это сказать, они просто я понимаю, что они всегда играют дефолтом и так далее, но, блин, ну можно же при атаке с митинга подослать одного, не знаю, там, атик распилить, Хибана же может атик распилить издалека, потому что там в каком-то раунде, в самом первом раунде, где митинг был, чел, который держал митинг, вообще ушел оттуда. Он вообще в китчен спрыгнул. А спину мейн... Вообще дверь на мейн не была закрыта в митинг, двойная. И ее никто не смотрел. Можно было просто на альте с гаража прийти и убить всех. То есть, for the floor. Демвоны, ой, как их, блядь, ДВГ нихуя не жесткие, блядь. Просто Империя атакует в лоб, в одну дверь и в один пропил, блядь. Все. Нихуя больше. Honestly, could do a similar job, but I think the value is more on the mute. And here we see the smoke off onto elbow, pushing into Pillars. Empire taking control. And there's another grenade that'll go out. Ну, джойстик, по-моему, пошел сейчас обходить с мейна. Cat sang, but you can hear those toxic babes go away. Nowhere near enough. Nitro Cell comes out. First kill goes in favor of Damwon, but it's traded right back. These teams like Да и типа, ну блин, когда вы играете на такой про-сцене, скажем так, тильтовать просто от проебанных раундов, the first ну, blood's not блядь. as impactful, but there's Woogieman to catch Shepard. Так чемпионом не стать, мне кажется. Я, конечно, не эксперт в этом. Still Я нихуя не выиграл. Very powerful position to be in. Waiting for somebody to dare engage him, but nobody wants it just yet. Joystick decides to take the fight А instead. чё? Подождите, джойстик же на мейн шел. Где он, блядь? Not as impactful, but there's Woogieman to catch Shepard looking. Joystick taking his lumps, but Dan А, джойстик уже здесь? А чё он не пошел в мейн или в фризер? Я чуть не понял. around this pillar. This is a very powerful position to be in. Waiting for somebody to dare engage him, but nobody wants it just yet. Joystick decides to take the fight instead, but the case Мне кто-то объяснит свап про скутера и Олвейза? Ну... Нет. surrendered. So somebody from Empire will have to retrieve it with 10 seconds left. Inside of the freezer, Yas takes a head off, and a second could be there for him as well, and he'll get it. Nice play from Damwon Kia as they stitch together 3 rounds in a row. And that is our All of this utility to good use. It'll go off because there's a mute jammer there, and claim it. Они играют дефолт, к которым все готовы.
There's yet another just down by elbow. Yep. Mute getting big. Да блин, суть в том, что тут придумывать страту-то не надо даже вообще. Просто нужно по ходу раунда, я не знаю, отправить хотя бы одного в спину. Ну сложно выиграть раунд, просто идя в лоб. Сложно. Челы, если будут напрягаться от фризера или мейна, уже больше шансов, что они выиграют. Value here, and that is exactly why you want to bring it for the Flores. Again, the Mousy could do a similar job, but I think the value is more on the mute. And here we see the smoke off onto elbow pushing. Вот, Cat set comes out impactful, but there's Woogie Man. вот сколько их тут? 1, 2, и тут еще джойстик 3 где-то. Сколько их живых? 3 на 3, да? Taking his lumps, but Dan picks up his second kill. Still jiggling around this pillar. This is a very powerful position to be. Просто типа вот если бы джойстик пошел в фризер, чел бы, который стоит в фризер контролит, он уже бы... Ему тяжело было бы, он не смог контролить и коридор, и смотреть фризер. Он бы от чего-то... Он что-то бы точно не смотрел, и, возможно, от кого-то из вот коридора или фризера умер бы. И уже больше шансов выиграть раунд было бы. А так он смотрит одну позицию, и все. Nobody wants it just yet. Joystick decides to take the fight instead, but the case surrendered. So somebody from Empire be there for their 3 rounds in a row. And that is always figured Jazz, one of those highly versatile players, incredible performance, great form, and good decision making. It was a 1-for-1 trade madness up until the very end, where around and a good decision. Pillar from side, basically alone, and got taken out unfortunately. And Diffuser was fumbled in the middle of the ground, and there was. Блин, не знаю, вроде парни в Империи же, ну не глупые, реально же, ну, пацаны не зря играют здесь. И Жека, я думаю, тоже там в голове у него что-то там есть. Типа, можно же понять, что нельзя, ну, сложно выиграть раунд, когда ты просто атакуешь в одни двери с одной стороны, типа. Типа, да, как-то вот зависли на одном месте, я не знаю, типа, ну, просто, блин, ну, ребята реально не глупые, и Жека тоже, типа, я думаю. Они бы не играли там. И Жеки бы там не было, но... Почему? Ну зачем надо идти просто с одной стороны атаковать? Ну почему нельзя? Это же так просто, отправить кого-то с другой стороны в спину им. Ну просто, ну это же... Ну можно так сделать, правильно? Ну челы, которые стоят в синьке, могут вдвоем справиться. Джойстик мог пойти с фризера или с мейна. Все. Наверное, лучше, если бы он пошел с фризера, потому что, как я и сказал, чел бы, в который контролит фризер, не смог бы контролить сразу две позиции, и коридор, и фризер. Вот. Все. Мне легко говорить, я типа это в разборе говорю, они играют, я понимаю это. Как он пойдет в соло фланковать без дронов? Блять, ну просто так. Идет и все. А как еще раунд выиграть, если у них нет дронов? Ну как? Я не знаю как. Только так. Надеяться на лучшее, на светлое будущее. Не проебывать дрона, да, это раз. Хотя бы, ну, там... Там где-то момент был, где 2 дрона, Шепард, по-моему, и Скутер просто заехали почти в одну дверь и просто сдохли. Но это ладно. Ну, типа, я понимаю, что у джойстика нет дрона. И без дрона фланковать тяжело. Ну, блядь, ты хочешь выиграть раунд, значит пойдешь. Тем более он Яна, он сам себя может задронить. К тому же, под такой тайминг, под конец, я не думаю, что чел будет где-то в мейне стоять, там, на зиге, или где-то там что-то делать. Джойстик с таким же успехом, по-моему, в самом первом или во втором раунде джойстик умер на около белой лестницы, и его там убили. Он хотел фланкануть белую во втором раунде на Орегоне, и его убили. Он, ну, пошел без дрона. Но там их много оставалось в живых, ну, защитников, там другая ситуация. А тут 3 на 3 можно было фланкануть. Типа просто, если защитников дохуя осталось, да, фланковать без дрона тяжело, потому что, скорее всего, кто-то будет смотреть спину им. А когда их осталось 3,
Я, блядь, уверен, что на 90%, что никто из них не будет смотреть спину. Ну, либо будет это делать редко в какой-то тайминг. Я уверен в этом. in the defense. Certainly. I mean, if Empire gets a 3-3 split off this, I would be very happy as an Empire coach. And as you said, if you get a 4-2 split, I would be perfectly okay. Тем более, ну, если у тебя нет вариантов, то иди чекать лицом, да. Извините меня. Ну, а что делать? Иди чекать лицом. Older Damwon Kia Хочешь выйти раунд, пойдешь и будешь чекать лицом, и будешь убивать людей. goes to Empire pretty swiftly, frankly. Все просто. Че, у тебя выбор, что ли, большой? All of the opening kills went in favor of Damwon. Now, 2 of those rounds were immediate trades, so there's nothing really gained at that point. But still, the big Он с таким же лицом, он с таким же вариантом идет просто и умирает, и лицом чекает при атаке просто синки. Он также абсолютно делает. Ну, я про джойстика. Я не говорю, что он плохо сыграл, я к тому, что типа разницы нет. Он что пошел с синки, лицом чекнул, что пошел бы с фризера, лицом бы чекнул. Одно и то же. Просто убей, лол. Ну да, типа, Empire, and not что так, типа, ты лицом идешь чекаешь. Вообще нет никакой разницы. Какая разница, есть у тебя дрон или нет? their map control off. Вообще никакой. Yeah, I think they're doing a good job recognizing that Ты рассуждаешь с позиции проигрыша раунда, неоднократно имперцы улетали в лоб на разменах на разменах заменить. Иначе потом Джой бы жалел, что пошел фланковать, и тебя чел спину убивает без инфы, потому что... Да, но, типа, тут, знаешь, типа, they can keep doing what they wanted to do with a slight adjustment, and that was again the support. And it's something that they've been continuing throughout the entire match. как бы это сказать тебе, ну, просто, как я и сказал, тяжело пойти в лоб. Тяжело пойти в лоб. Ну, типа, So far ты можешь пойти в лоб на разменах, убить кого-то, но, как показала игра, у них это не получается. Не получается. Блин, что так холодно, жесть. One thing that we can say about a team like Damwon Kia is that all 5 of these players are capable of going toe-to-toe with Empire in a duel. Yas right now, low-hanging fruit. We gotta mention it anyway. 7-1 for Yas at this moment, and we're only starting the 5th round, so that is a pretty fine KD to have, and that keeps in keeping with his +8 185 in APAC, which once again is an absolutely astonishing number. Интересно, почему не перед одиночной стенки конференции у Мейна? Смотря при какой атаке. Спасибо за фоллоу, Хела. Joystick trying to make something work, but Wikiman has a plan of his own. Looking for the flank, the drone does not seem to have found him. Wikiman doesn't want to go for it. He plays it safely, goes back into meeting. Maybe he's going to meet up with Jazz and make it a 2-man combo. But he had an opportunity there, Parker, to take out Joystick from the flank. Типа, джойстик просто и так иногда идет в спину и умирает от того, что его кто-то в спину убивает. Так, и таким же успехом он и в синьку влетает и умирает. Что там он лицом чекает, что там и там, он просто может, ну, умереть. Но это мое мнение. Это всего лишь мое мнение. Я не говорю, что это правильное решение. Это мое мнение, что если джойстик идет с фризера при атаке с подвала, вот сейчас было 3 на 3 мы смотрели. Если джойстик, я уже 3-й раз вам говорю, да? Если джойстик идет с фризера, чел, который стоит в фризере, не смотрит что-то, либо коридор, либо фризер, и он умрет, скорее всего, возможно. Короче, это просто мое мнение. Мое мнение, что тяжело выиграть раунд, идя просто в лоб. Тяжело. And this one will linger for quite a while. Joystick needs to be a top performer for Empire. He's sitting at a 2-4, and there's no Gone 6 and no grenades from that Yana anymore. Yeah, I'm curious about the situation because we still have this jam on the gym wall. Joystick was on Armory stairs. Surely he could have gone outside the school window or classroom window, opened up the generator window, and naded this jammer because you see always he's trying to open up. Подожди, чё? Осталось уже 2 минуты прошло, и пропила еще нет? А что они делали? Что я не понял вообще.
Что я вообще ничего не понимаю. Recognizing Что они делали? something that they've been continuing throughout the entire match so far. We see Wookieeman all the way in armory. So, too much. Kia is that now low-hanging fruit, and we're Окей, они занимают тавер. Эти что-то там дронят мастер бедрум, наверное. pack, which once again is an absolutely astonishing. In one of the highest right there, I say probably the highest. Always уже задронил спальню. Done for him. Один чел у арморки стоит. Approach. This time on an armory side focus, he's down А он еще уйдет, да? Но он уйдет, по-моему. in kind of zone. Looking for the flank. Нихуя тут ротейшн, блять. Oh, oh no, oh no, oh Wookieeman no. doesn't want to go for it. He's back into meeting. Maybe he's going to meet up with Jazz and make it a. Вау. But he had an opportunity there, Parker, to take out Joystick from the flank. And I don't think anybody saw him. I don't even know No. if the sound was made, but Rin from inside of Attic playing on this Wamaya as we had talked about. Instead of the Jaeger still going with the Ну, ты, походу, джойстик даже не знал, что там щит и дырка. blood in a row. And this one will linger for quite a while. Joystick needs to be a Коммуникация, по-моему, страдает у имперцев, мне кажется. and there's no gun six and no grenades. Joystick was an armory, stayed the window, and naded this jammer because you see getting taken out. Now Cypher has to walk all the way around. So much work, Parker. And there it goes. And they get it. Вот мне не я еще на стриме это видел, мне непонятно, почему, что в первой атаке, я уже говорил, что в первой атаке на детские шоу вот сейчас, почему скутер не может остаться здесь и посадить в эту дырку и убить эту, ну, убить ее. Nails it. Those are the sexy things you don't see on the scoreboard right there. Another thermite charge in hand, by the way. And if I was Empire, I'd be. Вот снова, вот, ну, But can he go 2 for 2? Yes, he can. That's every support player's dream, isn't it, Nick? они просто Keep track of the kills, the injuries, but those things. Они просто дронов лупят и домой. Parker, but Cypher does indeed. Carter shuts him down. We're now in a 3 versus 2 side execute. And Empire trailing right now, always with. Спасибо за фоллоу, Барракуда. Seconds left. He'll be immobile in order to get this one down, and well, immobile indeed because you can't move when you're dead. Coden and Woogieeman adding together for those final 2 kills, and the timeout does not immediately work for Empire. Nick, it's pretty miff, but can he go 2 for 2? Yes, he can. That's every support player's dream, isn't it, Nick? Yeah, I mean, you can keep track of the kills, the injuries. Ну, бля, я читаю. Я просто не понимаю, что происходило 2 минуты до этого. Believe me. Типа, один чел стоял в арморке, и они за этого 2 минуты потратили? А, ну окей, ну тут еще чел стоит за щитом. At this point. Very Прошла минута. Oh, oh, Jazz and make it a 2-man. saw him. I don't even know if there's. Так, джойстик умер, осталось минута 30. Playing on this Wamaya as we had talked 2 минуты уже прошло. blood in a row. And this one will linger for quite a while. Joystick needs to be grenades from that Yana anymore. Yeah, I'm curious about the situation because we still have this jam on the Jin wall. Joystick was an armory stay. Вот, окей, типа, окей, они там выбивали этого чела, сломали тут щиты, чела выбили. Но моя проблема в том, что очень долго пилили пропил. Sure, И окей, что его долго пилили. gone out А, скутер вообще где-то бегает у тавера. the school window or classroom window. Open up the generator. Понимаю. Needed this jammer because you see always he's trying to open up the wall, but they need this grenade first. And with Joystick getting taken out, now Cypher has to walk all the way around, make his way downstairs, and he has to be the one. To kill Вот, the ну jammer. ты кидаешь хае. So much work, Parker. Ну останься здесь. Чё ты, пофиг, ну да, тебя могут обойти, но да, типа, Those are the sexy things you don't see on the scoreboard right there. Another джойстик должен был мьютилку сломать, а он откис. and if I was Empire, Но, can he go 2 for возможно, 2? да. That's every Но support player's dream, isn't it, Nick? Yeah, I mean, you can keep track of the kills, the injuries, but those. тогда можно было сначала мьютку сломать, а потом уже идти выбивать. was indeed Carter shuts him down. We're now in a 3 versus 2 side execute. And Empire this one adding Короче, блин, for those final 2 просто надо было, мне кажется, посмотреть в дырки и убить чела. Empire, Nick. It's И всё. 4-1 for Damwon Kia. Да, его могли обойти, фланкануть, но можно было оставить дрона на мейн где-то, у гаража, у двери гаража, например. Если там, конечно, дрон был у кого-то, если они всех не слили, оставить дрона там, и все. И тот, кто умер, а это был джойстик, мог посмотреть скутеру дрона, скутер бы посмотрел в дырки и убил бы чела, который импакт директит, тогда бы они распилили, I mean, I и gotta say, бла-бла-бла. it was И, возможно, больше возможности выиграть but раунд. also fully able to communicate with me. It was second, it got denied, and I thought that's great. But you know what? He did it again. 2
for two, and Katsang single-handedly. Ну он тут вообще фул ебалом пикает в эти дырки, вообще ему насрать. Он даже не чекает в них, не пытается даже. There are Он просто трикает вообще в огромную дыру такую, вообще просто Yes. дрень. player in this match in particular is constantly talked about like that, and that's Shepard. Yeah. The intangibles, the things that come with a player that what kids Yeah. argue in revenue. Now with the lead, and then go in through the narrow doorways with no destructible material on either side, and they just get picked off one by one by one. And Kat Sang's contributions aren't going to be shown on the scoreboard the way that they need to be, and that is a defining round victory for the fact. Basically when it happens because Katsang По-моему, я этот раунд тоже видел. Ну, я что-то такое. round Правда, по-моему, они все равно его проиграли, вроде кажется. from that. So We harp on. Impact to funnel through one door. We all know we all Блин, know он how тут it так goes. пикает, интересно. Well, I mean, we harp on impact kills. Просто фул лицом. Impactful kills. We also don't talk about the impact that is made. Смелый парень. Kills who's gotten a lot of X actually. So you can't just look at the number and be like, it's a high number, it's a low number. The context of those numbers, they really matter. Now we're halfway through this round, and not a ton has happened. There's been a little bit of bruising done to Woogie Man, and it's yet again another attempt for Empire to conquer this meeting defense. Same old. Да, там двойной митинга стоит Милузи херня. Impressive 4 rounds in a row. The timeout that was taken from Empire, setting expectations, it's that they can take one round. Try to hold Damwon Kia to a 4. Ну вот, они, видимо, пытались распилить митинг. Crosshairs, though, Я видел, пытались пропилить митинг. И сейчас чел берет дропхолл, хорошо. the drone hole. That's a bit unfortunate. Yes, Можно было и в первом раунде так сделать. flashbang is going to go out, blinded for a second as he scampers off. The back of meeting is prime for the taking for Empire as they find their second first blood thus far and will continue to expend some utility to try to clear out damage. А... У этого 0 флешек. У Шепарда непонятно сколько флеш. 0, что ли? Подождите, у них 6 хае? These were my disc and it is doing so much work, but when you swing like Jazz doesn't get shut down. А у Шепарда тоже 0 флешек. Подождите. Но ведь... Окей. Ну, там Вамай и 2 Соги. Damwon Kia has put together a very impressive 4 rounds in a row. The timeout that was taken from Empire, setting expectations, it's that they can take one round. Try to hold Damwon Kia to a 4-2. Katsang right now is in the crosshairs, though, quite literally. His grenades will go over, and he gets finished off by Drone joystick hole. through the drone hole. That's a bit unfortunate. Yas is the next one in the line of duty, but a flashbang is going to go out. Я просто пытаюсь понять, могли бы они сломать этот щит или нет. В теории. Но если не ждать до конца раунда, пока у Вамая все вамайки отрегенятся, то в теории да, наверное. The back of meeting is prime for the taking from Empire as they Вот одна хая выходит в вамайку, одна в Согу, and will а continue. другая взрывает булетпруфку, скорее всего. I mean, these were my disc and it is doing so Скут much work. убивает этого чувака, который пикает из-за щита. Does not matter. And meanwhile, all Шепард ставит. this is the execute from Empire that we did not Тут see. Сиха убивает Олвейза. From Cardi it comes out. Ой, не Шепард ставит, а Олвейз. Flank is unsuccessful. Убивает фланг. Empire might just have this round in the back. Woogie Man gives А, они выиграли этот раунд, окей. flag Ну, нормально, вот сейчас нормально было. as he's Те чувачки просто попикали и убили их. into the soft wall and the rest of the wood falls away as Empire does what we had said. Магнеток сейчас больше. Hold Damwon Kia to 4 rounds this half. Yep. Now Вместо 4 сейчас 6. out to really sort this one out. You do get some time to talk to your teammates if Damwon pulls their time out. Now Empire going on to defense on what's certainly Что это за штука вот такая? Что это такое? Что это стоит looks вообще? like a heavily defender-favored Вот order. это я знаю, это саунд-карта. Причем такая же, как у меня. Empire, a 4-2 score. Правда, она почему-то в бокс запихана. They need to be 5-1, virtually perfect in order to put Все равно как-то идут с одного направления. Бля, ну если ты идешь с одного направления, у тебя должно быть все расписано просто четко, прям вот посекундно, поминутно, подевайсно, просто у тебя должно быть все расписано. Сколько флешек откидывается, чтобы что-то сломать, там бла-бла-бла-бла-бла, вот так-то делаем, потом так-то, этот смотрит то, это делает то. Прям все должно быть по пунктам расписано и сделано идеально. put this away without needing. При атаке в лоб все должно быть идеально. Very curious to see if Damwon Kia will play the floors. And we do see a 6-pick from the Maverick. Если бы Джой пошел через фрит, то не хватило бы людей с диффузом. Один ставить, один кроет очень плохо.
Во-первых, если бы убили фризер, то осталось бы 2 противника, а их 3. И коридор бы уже крыть не пришлось. Джойстик бы уже крил коридор. А Джой спокойно не мог попасть в тайминг, ведь пока он не прошел весь фризер, он никого не сможет держать, и Джой здесь был бесполезен. Челы, которые идут синки, не обязаны пушить без джойстика, они могут подождать чуть-чуть, пока джойстик дойдет до фризера. Тем более, ну, вот и все. Он немного не успел сесть в угол и плентить. А другие 2 императора смотрят фланги, лонга и поджим с ротацией у малой комнаты. Ну, поторопились, типа, не знаю. So, it'll be a similar fashion as we saw Damwon Kia starting the basement, so is Empire also bringing out the Mirror and the Mute. Again, this goes in great favor of Flores and the defender-sided situation. Они могли изи убить фризер. Джойстик идет с фризера условно, и второй просто смотрит его. Либо... Ну, конечно, запушить он коридор бы вряд ли смог, наверное. Потому что тут 2 чуваков стоит. Но напрячь как-то фризер можно было, чтобы джойстик прошел. Same mirror set up here, and that could be the big factor, right? You've got one mirror window on that closet wall, which is where Scyther's going to put it right now. You've got another looking long through freezer towards the stairs. It's also directly under the freezer hatch, so if somebody drops, they're Не, типа, атаковать в лоб можно, да, но ты должен идеально все сделать, идеально все смотреть. It allows you to return fire. One thing that if we don't want to get Если ты не можешь этого делать, тебе надо делать что-то что-то рисковое. Играть на риске. Идти во фризер условно, еще что делать. rather than barricading yourselves in, but we could talk about that for hours. It does, and I think, as you said, Parker, with the mirror nose being faced towards the front. Что он сделал? Он промахнулся бричом, что ли, или что? Он не туда брич поставил, походу. So that's one thing that Damwon Kia is missing, where Empire did play the thermite on occasion with the smoke grenades, and the other one is that even if the mirror wasn't being played, it's very hard to make your entry through laundry and freezer unless you have an execution operator like the Ying. But speaking of execution, Rin gets an entry onto always, and now we're seeing the roles in reverse. Россия басни такова ебали наши сгоряча. Здорово, медведь. But speaking of execution, entry through laundry and freezer. Even if the mirror wasn't being played, it's very hard to make your entry through laundry and freezer unless you have an execution operator like the Ying. But speaking of execution, and the other one is that even if the mirror wasn't being played, it's very hard to... Бля, ну... Если уж Always не спустился, такой тайминг, то уж и спускаться не нужно было тогда. Потому что, ну, ты уже не уйдешь оттуда просто так. Вторую карту вчера смотрел. Ну, да, я видел чуть-чуть. Я в курсе, что они проиграли. Я не полностью смотрел, но я видел. Ну, я говорю, типа, Always уже поздно было спускаться, типа, и уже не надо было спускаться вообще. Уж надо было сидеть до Талова. На Тавере там, или где он там сидит. И я видел первые 2 раунда, да. Так-то счет 2-4 для атаки неплохо. Ну, я не говорю, что это плохо. Ну, нормально. Ну, играть можно. Он мог знать, что он не уйдет. Да. Его чел на лестнице стоит, и там, блядь, слышно куча типов, просто стадо бежит, и дроны летят, просто целый табун цыган просто летит, блядь, по коридору справа. Вот, просто целый табун летит, 2 чела, 2 дрона летит, чел на лестнице стоит, он должен все это слышать. Да и сам Always должен это слышать, типа, да, он мог это знать в теории. Если ему инфу кто-то должен, ну, вообще джойстик я видел, только подтягивался на лестницу. Мне интересно, почему он изначально там не стоял, не убивал дронов. Чтобы Always не задронили, если что. То есть он, по-моему, только сейчас здесь оказался на лестнице. Ну, короче, джойстик надо было отстреливать дронов, если он этим не занимался. Я просто не могу это посмотреть, потому что, по-моему, не показали это.
Ему надо было стоять на лестнице, отстреливать дронов и давать инфу, если что, Олвизу, может ли он уйти. Но ему, походу, никто ничего не давал. И Олвейс, ну, видимо, он в теории мог знать это. Но почему джойстик не вышел репикнуть хотя бы? Ну, тогда бы было 3 в 5, и тогда бы было бы еще тяжелее. Там просто два типа смотрят его. И, ну, короче, в принципе, он правильно сделал, что не пикнул. Наверное. Не знаю, типа такая двоякая ситуация. Не знаю, не знаю. Ну, Олвейза были все шансы, чтобы знать о том, что его будут царить. Но ему либо никто инфу не дал, либо он сам ничего не услышал. Ну, у Олвейза тут игра не пошла, я, в принципе, понимаю, почему он там, ну, погиб. Там еще чел с мидига стрелять сквозь деревяшку начал. Ну, тогда тем более можно было не спускаться уж. Чё уж там. Rin just a little bit too cocky, maybe, but Empire starting to stack up kills. Yas was brought back alive, good enough for a single grenade. So technically it goes off from the grave. And there will go the Flores drone, but no, Woogie Man decides I'll take the engagement myself. Shepard gets an easy pick, Swift, but no, Woogie Man decides I'll take the engagement myself. Shepard gets an easy pick. Куда ты пошел? Куда Шепард пошел? Banshee goes out. 40 seconds remaining for Coded to try and edge Damwon Kia just a little bit farther. Does he know he's... Там Янова поле у двери была угла на джойстике, не было. А Зава перевелась сразу на камеру, но видимо забралась и пикнул на него. Ну, короче, не знаю, мог ли там джойстик кого-то убить или нет. Там, типа, ну, не могу ничего сказать. Хз. Возможно, мог, возможно, не мог. Ну, типа, джойстику решать, пикать там или нет. Тут я вообще ничего не могу сказать. Джойстик решил не пикать. Но разыграть это можно было получше. Ну, Шепарду не стоило пикать из-за щита. А тут, ну, я не знаю, типа, тут кто-то метит начал. Я это еще у Олега на стриме видел. Вот сейчас кто-то пометит его, хоп, кто-то X нажал. Ну и тут, да. Мне кажется, Дэну стоило остаться у щита, где Смок умер, где Шепард умер, и просто слушать звуки. Просто стоять там и слушать. Он бы, по идее, услышал и тот, и другой плент, в теории. А не ходить и что-то искать. Ну, мне так кажется. Я бы так, наверное, отыграл. Я бы стоял дальше у дырки, у этой, у прохода и слушал бы. Ну, типа, тут уже такое. Дэн решил так разыграть. Я бы, скорее всего, остался бы. Damwon Kia didn't really gain much from it because Empire still owns that territory. Fingers thank for the kill. Самое интересное, тут Хибану метили, инфа была, а Дан вообще потерялся. Ну, во-первых, метить не стоило, и во-вторых, я что-то не понял, а с чего они метили ее? Что я не понимаю. Да, я видел клатч 1 в 5 против СГ. Сегодня будешь смотреть мажор? Ну, скорее всего, да. Coded has assembled a 9-2 score himself, and largely does so on these thankless roles that we talk about. Просто, ну, это мое мнение. Я не говорю, что Дэн хуёво сыграл. Мое мнение просто, что, ну, если они метят, значит, у них есть инфа. Если у них есть инфа, тогда Дэну не надо ходить и что-то искать его там, и роумить где-то там. Ну, вот как он пошел в синьку гулять куда-то, ему не надо было идти никуда, если у них есть инфа. Во-первых, метить не стоило. Во-вторых, я бы на месте Дэна остался у дырки у этой, как я уже сказал, потому что есть инфа, и зачем куда-то идти и искать его вообще? Если у тебя есть вся инфа. Ну и все.
Дальше уже там по ситуации out on attack. смотря. Coda was playing that Ну, это мое мнение, я не знаю, типа, возможно, оно неправильное. different Типа, application there depending on the operator that Coda wanted to go off of. Right now, the kills though for Damwon Kia coming much easier, and with the exception я заметил, что тут на Орегоне ни одной кухни не было, кстати. of out-dueling Empire in 1v1s. No, yeah, they're doing a great job, and I mean, as you said, the Hibana is like what I would call the secondary support, whereas like the Maverick and the Thermite is the primary support. So it's not uncharacteristic to see Coded with so many kills, but again, he only has that many kills because А, of кстати, what he's been able to do so far in the ведь мьютку, которая стоит на пропиле, можно сломать с окна с этого. Мы в ВП так делали, я помню. Просто открывалось это окно, ломается сога, если она там есть, и кидается хае просто вот... Я это делал. Я кидал хае и ломал согу. И если что, чела убивал, если он там где-то подставится под хае. И все. Не надо заходить вниз и так далее. Так в ранке делают обычно. Но это рабочая страта. kills, but again, he only has that many kills because of his skill and what he's been able to do so far in this game. Типа, это я лично в ВП делал. Я лично кидал хае в это окно. Hope that they will find some gunfights of their own. Rin does have that one entry Это безопаснее, нежели идти куда-то вниз там или еще что-то. attacking round, so that То- one С согами, ну да, типа, но... So we're Ну так у тебя есть команда, чтобы соги. У тебя есть термит, у которого флешки, или хибана, у которой флешки. if you Он может кинуть эту флешку, проверить на чек соги. И сразу после флешки должна кидаться хае. Kia just Всё. decided map at the moment, but Empire need to be able to start picking up rounds very quickly. Либо в крайнем случае дроном зачекать соги. 5-1. If they want to win this without going to overtime, Чё? need to magic number for Empire need to be able to start picking up rounds very quickly. Like we said, the magic number for Empire is А чё тут никого нету? Щит стоит, 2 соги впустую потратились. without going to overtime. They need Времени больше тратится, по идее. Тут так паник в глазах было у имперцев. Да нифига там больше времени не тратится, камон. В начале раунда бежишь просто к этому окну. Сначала просто это займет где-то секунд 10-15. Термит чекает, если мьютка, есть мьютка. Слезает с дрона, кидает флешку в окно, Яна уже стоит над окном, кидается хае, термит идет быстрее пилить, все. Мьютку вторую, скорее всего, не поставят. Все. Это заняло 30 секунд, мне кажется, все вместе. round. That Шок в майке переобувочки? Почему мне нельзя в майке Империи сидеть? Я чуть не понимаю. is a very tall ask. So У меня вопрос, почему здесь стоит щит и 2 соги впустую потраченные? Просто, ну почему там никого не было? Maybe Да я ору, it's я тоже ору. the shield and the ADSs that we found inside of Trophy where Yas is standing. Empire has completely giving up that ground without Поясни за шмот. taking a fight. They just, Не хочу. you know what? This is too risky. We're gonna fall back aside, play it safe. There's only a minute left on the clock. So if down, Ну окей, осталось 2 минуты, они отпустили, чтобы никто не умер. Ну да, типа... they can do great things in this next 1 minute. I was Окей. thinking the wrong Но просто... Просто... Если они не выбили щит и не убили 2 соги, то, наверное, можно было остаться бы еще, пока ситуация прям совсем не была напряжной. choice, but Просто типа 2 соги впустую ушло. a wise choice for Empire. Rin governing now, big window as you said, just under a minute to go. Long sight line over towards White Stairs. Ну просто совсем вчистую отдавать 2 соги и щит. Ну ладно, типа, окей. Ну, окей, я понимаю задумку, окей. Player from Damwon Kia. Джойстик. О, Two kills upside down from Katsang. He catches him looking, but Scyther does his own double, followed up on by Yas. 11 kills for Damwon, but that's double digits. Four sight line over towards now, big window as you said, just under a minute to где убили джойстика, я чуть не понимаю. long sight line over towards White Stairs. Joystick punt Его убили с двери лисы, окей. player from Damwon Kia. You see Katsu And okay, two kills. Блин, тут же было подбито, почему они не слышали РПЛ, интересно. Upside down from Katsang. He catches him looking, but Scyther does his own double, followed up on by Yas. 11 kills for Damwon Kia. that's offside, Parker. Always down below, Nitro Cell in hand. Can he get Rin? No, miles off. Блин, мне просто интересно, вот у них было окно подбито. И еще, наверное, возможно, было у скутера окно подбито. Наверное, хоть как-то. И мне интересно, неужели никто из них не слышал вообще ничего?
but his retreat will be heralded. Koda gets the diffuser down in time, and the clock will now start ticking. Damwon Kia in firm control here. Nick and Yes picks up 3. It's match point for the Koreans. У него окно было открыто? Match point, Park, and as we saw Ring on that big window, Hmm. we actually saw Ну Cats тогда да. outline running across the roof, and I was like, he might. Которое вообще открыто целиком. He does, and he finds 2 kills. Ну тогда, наверное, да, это его косяк. Back as well to get back to score somewhat in the 3 versus 2. Но он должен был это слышать, мне кажется. Ну типа, репел, как вообще репел не услышать? Off the bump Ну side, не, репелы иногда можно не услышать в этой игре, я не сомневаюсь. and Empire are in shambles right now. At this point, like I Блин, подождите, Ягер, возможно, был занят. Тут, по-моему, чел где-то стоял. Perfect find anything, and Empire are in shambles right now. По-моему, у Ягера кто-то в упоре стоял у окна. Empire are in shambles right now. at this point, like I said, early Вот, тут труп лежит. Скорее всего, чела на детских прикрывали. Потому что скутер убил 2. Вот один труп, и второй труп это репел. Так что, скорее всего, скутер сначала убил... Он не мог убить чела на репеле, потому что у него тут чел стоял, который запрыгнул и убил его во время репела. Значит, скутер убил сначала вот этого Кэтсенка, это, скорее всего, вот этот чел. Вугимен, это, скорее всего, репел был. То есть, ну, короче, я понял, что тут произошло. Но мне интересно, блин, ну, короче, видимо, не услышали. Репел, понятно. Преступление раскрыто. Почему скутер не убил репел? Потому что у него чел стоял у окна. Ну, вообще иногда да, типа, из-за инфы можно просто не услышать челов. Типа, это вообще изи, да. This is certainly not the squad that we saw in Mexico. This is certainly not the second place team in EUL in the В России выявлено 39-160 тысяч новых случаев коронавируса за сутки. Бля, в сутки, вы все подумайте, в сутки. В сутки, 39 тысяч в сутки. Empire can still win this match, by the way. They need to win all 4 of the remaining rounds to kick the match to overtime and then Шерлок Шок все раскрыл? Да, я все раскрыл. Просто по горячим пятам их раскрыл. Просто все оправданы. 2 не услышали и умерли, потому что был гул в тимспике. 100% так и было. Базарю. Там скутер просто говорил: убил одного, убил второго. Вот так инфа просто вот так шла. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. А скутер не убил, не сказал, ну, короче, не прикрыл их, потому что у него были репелы. Ой, не репелы, у окна. Подписывайся, тут говорят правду. Все правильно. Раскрываю преступление. Вообще, это реально насущная проблема, знаете, типа вот, когда играешь в команде, что, вот казалось бы, надо говорить дохуя инфы, надо бесконечно балаболить, да? У нас постоянно вот в ВП на эту тему были разговоры, надо постоянно балаболить, да? Но есть другая сторона медали. Когда ты много балаболишь, ты нихуя не слышишь в игре. Вообще нихуя. И вот сейчас челы из-за этого умерли, потому что они давали инфу какую-то, наверное. Тут, короче, двоякая ситуация. Тут типа говоришь инфу, хорошо. Не говоришь инфу и слышишь чела, и от этого, возможно, не умираешь, тоже хорошо. Ну, короче, блядь, тут вообще, типа... Я не знаю, я не скажу, что лучше, а что хуже, но... Не знаю. Я помню, мы в ВП, по-моему, обсуждали такую тему, что надо делать, надо разделить инфу на приоритет, типа. Вот когда ты где-то играешь, скажем так, короче, есть такая инфа, которая, например, не нужна твоим союзникам. Например, там, не знаю, какая-нибудь там... Ну, короче, есть такая иногда инфа, которая не нужна твоим союзникам. Просто вот она им ни к чему просто. И ты, если не будешь им говорить, возможно, ну, ты не будешь забивать эфир своим гулом об этом. То есть, ну, короче, как я уже сказал, это такая, типа, 2 стороны медали, и непонятно, что лучше. С одной стороны, хорошо было бы давать инфу, с другой стороны, типа, ну, ты нихуя не слышишь.
they are playing the same bomb sites in a very similar fashion, and the same goes for attacks. So the conflict 50-50 still applies, but Damwon Kia, of course, doing the better part of their job. Drone work on the back stairs as always will hold off Ну, наверное, лучше давать инфу, чем вообще не давать. It's Rin. Neither player have particularly good stats right now. Always doing more off the scoreboard. Here's an air jab there. That little ringing, chirping noise will give them away. Choice. Is that the Что для каждого звука добавить настройку? You know the Ну, вообще, блин, на самом деле... Вообще хотелось бы, да, чтобы сделали настройку, чтобы можно было как-то звуки, что ли, какие-то вот такие звуки эффектов погромче сделать. А не просто всю игру нахерачить на фул. you know the motion scanners you spoke about earlier? They say beep boop. Бля, как же меня вообще, когда я играл, меня в Радуге бесило, что в конце раунда начинается вот это на-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 на. Вот этот звук просто нагнетающий в конце раунда. Просто как же он меня бесит. Ну нахера он нужен? Просто зачем? Зачем? It's a beep boop. So yeah, and then Benji goes. Were you with the Его отключить можно, но когда я играл, его нельзя было отключать. Сейчас я не знаю. По-моему, до сих пор его нельзя отключить. Его нельзя было отключить, когда я играл. Сейчас я хз. Наверное, так же нельзя. Просто типа, вот этот... В конце раунда тебе надо слышать какие-то звуки, да? Шаги, там, инфу, еще что-то. А у тебя просто вот это начинается на-на-на-на-на-на-на-на-на. Вот эта нагнетающая музыка. Просто нахуя она нужна? Нахуя? Кому она вообще нужна? Наоборот, мотивирует? Ну, блядь. Мне она мешала. И я уверен, много кому она мешала. Это тупая тема вообще. Нахера музыка нужна это? Она что, блядь, тебе говорит о том, когда раунд кончится или что, блядь? Я могу на таймер посмотреть. Мне не нужна музыка для этого. Мне она мешала. Some weird sound. Yeah, I don't even want to imitate it, but it's definitely not. I don't know what It's not kind what of train trains sounds like at that's all. Ну, мне кажется, что она мешает. Да нихера она не мотивирует и не стимулирует. Камон, вы, блядь, вы, мне кажется, чушь несете. Полную вообще, типа, это полная чушь. Она мотивирует тебя ошибаться скорее, потому что она нагнетает обстановку. Стимулирует простату. Она мотивирует тебя ошибаться. Типа, это полная хуйня, не звук. Он не нужный просто, он не нужный. absolutely not what trains sound like. Anyway, if you hear the sound of a runaway Я считаю, что нужно его иметь опцию отключать. freight train, it might in fact be Damwon Kia now, as with the final moment to go, Nick, they are in the driver's seat, quite literally, and that locomotive is out of control. Я не знаю, я уверен, что кому-то из проигроков этот звук не мешает, но, блин, мне кажется, 80% скажет вам, что это полная хрень, а не звук. Он вообще не нужен. Empire, the unfortunate casualty at the moment. Он мешает слышать звуки. All 10 players upright and alive in the server 40 Oh, seconds. here we go. Katsang is just in the middle of the site. Ебать, а куда он запушил вообще? Opens things up, traded off by Так, трейд. It's being done, but you can see some orange mixed in with the blue. Empire trailing. Dan makes it equal numbers. Woogieman and Yas, but you've still got Yas left 13 and 4 with 30 seconds to go. Scyther playing this shrewd angle. He sees it, but he's gonna wait. Oh no, why are you holding off? Scyther doesn't want to give it away. Ой-ой-ой, хорош. As he lines Не, типа, суть в том, что, ну, например, ну, окей, все проигроки будут спокойны в последние 15 секунд. Представим это, да? Но суть не в спокойствии и не в том, что нервный ты или спокойный в конце раунда. Он просто мешает тебе слушать. Для меня так. Мне этот звук просто мешает слушать звуки. Он меня не нагнетает, он меня ничего там не мешает. Мне просто мешает мне слушать. alive for now. Beautiful trigger discipline, Pogger. Being able to do that on match point when you need to win. Я тоже без музыки играл. У меня было все реплики отключены, и вся музыка была отключена. This round is for Потому что это все ненужный мусор even saw Anna walk all в твоем ухе. just to walk back out, and he held his team. Empire. Is now as you've got at least if you want to complete. That's why things get so we lost. They are tail Что мы долго смотрим, бля, надо заканчивать. continue to play. Слишком много я балаболю. Monkey takes it 7-3. Upstairs to dorms we go. Nothing really abnormal from Empire's side of things, but a small change for Damwon Kia could be huge.
and a big consequence for Empire. That's very true, Parker. Woogieman has 6 pick onto the Ying, and do note here that they only have a single hard breach and cut it, which means this might be a more linear take from a single angle, but with the execution operator of Ying bringing out the smokes, bringing out the candelas, creating all this chaos, and there's no warden on the side of Team Empire, because why would there be a warden? So Я не знаю ни одного человека, из которых я знаю, там из ВП или там из Империи, кто играет как с субтитрами, чтобы они помогали. Я не знаю таких людей. Возможно, я чего-то не знаю. Но просто не вообще рационально трикать бандитам, да. При определенных условиях, да, рационально. На, нахуй. And then is again, Rin very much off alone. He did have a Jones supporting him, but there's no refrag, so that means 5 versus 4. Well, I mean, when you play like Rin, if you fly too close to the sun, after a while, you're gonna get burned. And that's just the way it works. Rin is a player who definitely likes to cosplay as Icarus. And in this case, unfortunately, well, you end up in free fall. So Damwon Kia forfeits and surrenders that very first pick. Empire have been pretty decent, actually. They've got Он не сломал мьютилку. Я думал, это хорошая идея, чтобы сломать мьютилку, кинуть вот этот девайс Яны, но он не смог, не осилил. Все. Минус мьютка и минус еще какая-то херня на двери, на стене. На минуте 40 уже пилит мужики. Все вообще распилили. Jazz did that as one of his first priorities. He tried with the gun 6, the explosive radius is very small, it missed the jammer, so he had to grenade it. But I will give Percy Damwon Kia for understanding their roles in this attack. Вообще, кстати, если там чел трикает еще, вот сидя на этом диване, Хае в теории его еще убьет. Иногда. Зависит от, ну, зависит от того, где он точно стоит. Но вообще она убивает его, если он там трикает. Так что нормальная хаешка, мужики. Woogieman is on the roof, nobody's big window, nobody's on the rappel, so this is right now, there's only pressure from one side, unless something else is happening. Woogieman above the kid's window on a drone, looking to start something. That's probably gonna be the executor. If you remember now, as there's a minute left, Nick, in the previous attempt here from Damwon Kia, which was successful. Что-то мужики нервничают, может быть, не знаю, почему они так долго все делают. Хз. Kia were formidable on that mid-round. We're now aiming at the execute, staring down quite intently. There goes a Candela that looked like it got taken out. And two-piece for Woogieman and it seems, but still under watch from that bulletproof camera right now inside of Attic. Dan, Joystick, and always the 3 remaining players from Empire. One's going to have his attention over towards Big Window. A hop in now will be to the death of Damwon Kia. Coded attempting a defuse, but no. Instead, out go the Candelas. A kill for Yas. 2 remain for Empire. Damwon Kia right now in firm control, but Dan has something to say about that. No way you're taking this one away. I got 10 seconds to go. But Coda gets the diffuser down successfully. Dan in a 1v3, make it a 1v2. Katsang drop. Pivoting towards the diffuser, 40 seconds on that clock. He's got a lot of utility in front of him that's not going to be of much use right now, and another will get tossed on out. Limited intel for Dan, it would seem. Diffuser in his gaze, but where are the 2 players from Damwon Kia? One inside of... Ну тут Дэн проебал, но мне интересно, где был джойстик во время всего этого. Я видел, он ходил внизу. Вот сейчас он ходит внизу. Вот сейчас джойстик стоит на мейне, бежит на белую. Бля, ну, типа... Я считаю, что в такой ситуации нет смысла возвращаться на белую, потому что ты до нее пока добежишь, а джойстик был где? Джойстик был здесь. Скорее всего, он убил там дрона, спалился, поэтому побежал назад. А, тем более тут еще и Олвейс жив. Пока что. Но он сейчас, я так понимаю, умрет. Вот. Мне кажется, джойстику надо было до конца пушить спину им. Потому что типы знали бы, что он пушит им спину, потому что джойстик бы убил дрона там, скорее всего. И типы бы жестко от этого напрягались бы. Возможно, эта Баяна не пошла бы вот сюда. Она, возможно, пошла бы обратно смотреть джойстика. Короче, мне кажется, джойстику надо было давить до конца. Чтобы челы, которые вот тут, очень жестко от этого ссались себе в портки. Чтобы они прям знали, что джойстик идет им в спину. Чтобы они были в этом уверены. Чтобы они
прям вот джойстик кричать надо было. Я иду вам в спину! Куда пошла? Янов Тарков играет. Типа, мне кажется, вот джойстику Яну нужно было прям вот... Здорово, Сорс, давай, Олег. Вот отвечаю, вот если бы так было, мне кажется, они бы выиграли этот раунд. Но мне легко говорить, я это смотрю в повторе и так далее, и так далее. Я согласен, да. Типа, я понимаю. Но все-таки это разбор, поэтому так что, ну, вот так, да. Что, мне кажется, вот джойстику нужно было максимально сделать много шума, чтобы челы напряглись и знали, что он идет им в спину. Тогда бы они бы, возможно, не стали бы ебать Дэна и Олвейза. Так жестко. Возможно, это Яна бы пошла смотреть, ну, как я уже сказал, спину. Вот. Вот, да, Олвейз сейчас умрет от Яны. Просто вот джойстик был тут, под этой хуйней, и он пока добежит до белой, и там уже и делать нехер будет. На одном мажоре играл или на 5? Я был на Инви раз, на Инви 2. Был бы на Инви 3, если бы не отменили его, когда играл в ВП. Ой, хер его знает. Короче, до хера раз был. Ну, как минимум 3 раза был на Инви, можно сказать. Если бы его не отменили, конечно же. На мажоре сколько раз был? Короче, ой, сложно считать. На Википедии можно посмотреть. Короче, тут проебано. Короче, как я уже сказал, мне кажется, джойстику надо было идти до конца в спину, чтобы максимально ослабить хватку чуваков на... Я больше соси. Сука. Но ты как тренер, это не считается. Пошли позже CSGO на Apex доставать. Я не могу, я еще хочу посмотреть одну игру с PlayStation Team Empire. После этого возможно. Так, давайте тут побыстрее, а то уже задержались что-то. Я слишком много балаболю. Что тут? Тэтчер и Хибана. Вот сейчас первые 2 раунда будут такие сочные. Group, which is the furthest possible way away from Fate right now. But I guess that way. It is going to be Empire onto the attack first. And as we have painted the picture just ever so slightly of two teams who have curiosities as to the player positioning, and it's always through, but still nobody has been able to find a bullet to land on an opponent as of yet. And that Не, я не буду скипать эти раунды. Сварил. SSG and stuck their claws in to see if they can make some problems, but them not getting caught out is probably something that will help them in the... Не, я знаю, почему они проебали. По крайней мере, я знаю, почему... Не, ладно, я знаю, почему они проебали эти 2 раунда. Я знаю. Я знаю, почему они эти 2 раунда проебали. И типа, ну... Весп, кажется, на стриме об этом даже сказал. Что-то он об этом сказал, по-моему. Тут все понятно, сейчас имперцы поставят. Вот они хорошо сыграли. Они хорошо разыграли. Вот в данный момент, вот с этого, начиная с этого момента, им, блядь, не стоило, как сказал Весп, облизывать углы. Им не стоило этого делать, надо было стоять в закрытую. Вот что ты делаешь? Нахуя ты пикаешь? Кто, блядь, на ше? Дэн, ты чё, блядь? Кто на этом исе? Шепард, ты чё, блядь? Вот сейчас они и пикают, хорошо. Куда ты пошел? Куда ты always пошел вообще? Просто в дверь пикнул. Куда ты пошел? Ну, с Дэном все понятно тут. Дэн тут оставался один, типа, и... Ну, откровенно, Шепард и Олвейс просто залили этот раунд. Просто залили вчистую. У Дэна шансов было не очень много. Только там дергать как-то дергать этого чела надо было как-то непонятно вообще.
Ну, Always Дэном просто залили раунд. Да, она не Дэн. Да. Мы просто залили раунд чистую. Ну, извините меня, но... Да мне похуй. Дан, Дэн. Для меня Дэн. Дрын. Вот сейчас, вот мне тут интересно просто. Вот я вижу, вот тут, кажется, кто тут стоит? Бля, вот тут Дэн или вот тут? А, вот тут Аша, скорее всего, стоит, да? Вот тут Always. Вот, он встал в этот момент. Он в этот момент слева встал. Хоп. Куда ты пошел? Зачем ты в дверь пикаешь? Куда ты пикаешь? Was the ground and the little computer in his hands, but he could hear Dan, and Dan could hear nothing but the ringing of being shot in the face. Now that is as well, right? And also, just to clarify, if the observer moves it, that doesn't change the vision for the player either. So it's not certainly like Medics controls the vision of full swells. Бля, помню, как мы в Империи, у ВВП, просто вот это... У нас очень часто было, блядь, разговоры о том, как мы проебываем вот эти всякие 1В, там, 5-4. Просто вот очень много раз. Но мы вроде как под конец там более-менее вроде как научились, не знаю. Типа, хз. Сложно об этом судить. Но я помню, у нас очень много было разговоров на эту тему, что типа надо вот просто играть в закрытую, не пушить. Играть в закрытую, не облизывать углы, стоять и ждать, никуда не пушить, никуда ничего не делать. Ты поставил плент, стой, дрочи, не двигайся. Только лохи проебывают. Согласен об этом. Ну, с этим. Просто 100%. Проебал 1 в 5, лох. По факту. Вы в 1 в 5 проебывали? Наверное, да, я не знаю. Наверное, да, я не знаю. Я не помню, я даже не помню. Наверное, да. In terms of getting a close down, SSG played a very good sort of thread run. They kept a distance and they kept pulling themselves back just a little each time. For sure. Bit of verticality being used here by Dan using the breaching charge, the electrification. It's going to be hard to spot from the current position that we find Dan in. So a grenade that is being tossed in needs to do the job and did so successfully. A second one, however, will be tossed in soon. So the cell must have come through an impact trick, however, to come in that potentially took care of the Electroclaw as well. But it is going to be the Kona station that is currently on cooldown, so Bosco is not being revived by it and will lose his life. Yeah, the wall got open just at the end there. Catching the claw was the actual prize that they wanted. The pickup onto Bosco, well, that's just what was at the end. Pulled back into the clutches of Empire, and now can they actually try and find some structure behind it? We get closer and closer to the minute mark, and they've actually been able to find a body in that opening thread before the first didn't fall until the floor. There's still a lot of pocket utility left. That's going to be the Banshee. Stopped screaming and the shield caught. Oh, the Banshee is just on the catch there. It's still alive and will at least cause a little bit of problems on the Astro swing up. Definitely will cause some of those issues, at least if they will be deciding to go that way. You never really know what Empire. The window as Skies digs himself in deep. He takes a little bit of damage, has one smoke canister left and will deploy that now as well. 25 seconds are left on the clock and a swing in from the concrete will be coming in soon. It's on a goal to try and protect him from that danger, from that threat. As Dan starts it off strong, it's a grenade to fall in as well. And it's only... Вот все. 1 в 5. Ого. Rampy now. Is he going to be able to go for a clutch as well? For an ace clutch even. He gets two to start it off. That's a potential third, but Dan survives just barely. It's the third one to come through. He spots one more. Is he going to be able to get that one? He swings around the corner. He gets a little bit out. No way, he gets a quad kill. That is his second clutch in a row. What are we seeing right here, Emmy? No way. Space Station gets away with this 2 rounds in a row. What are we seeing? An ace from Fultz, and then we see the 4K to come through right after from the side of Rampy. Space Station are clutching it up. Twice
Twice in a row, Space Station from for the first. Actually, is you never really know. A little bit of damage has much as well for an ace clutch. Ну... Ну, типа, я понимаю, джойстик пикнул, умер. Да, окей, он чекнул лестницу, окей. Там, возможно, была инфа, что там чел. Хорошо. Но скутеру, конечно, залетать не стоило. И зачем ты пикаешь? Ты, вот, субстанция стоит здесь. Нахуя ты это делаешь? Ну, ладно, окей. Он смотрит, чтобы чел не прошел направо и не убил плентера. Хорошо. 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 It's the third one to come through. He spots one more. Is he going to be able to get that one? He swings around the corner. He gets a little bit out. No way, he gets a quad kill. That is his second clutch in a row. What are we seeing right here, Emmy? Смотри. Типа стреляет, он хилится одновременно. Ну, я знаю, да, я вижу. It's the third one to come through. Quad kill. That is his second clutch in a row. What a swing. Survives just barely. It's the third one to come through. He spots one more. Is he going to be able to get that one? He swings around the corner. He gets a little. А, бля, нихуя себе. He spots one more. Is he going to be able to get that one? He swings Бам. around the corner. He gets a little. Бля, ебануться. That is his second clutch in a row. He swings around the corner. Barely. It's the third one to come through. He spots one more. Is he gonna be able to get that one? He swings around the corner. He gets a little bit out. No way. Вы вообще видели эту хуйню? Смотрите на его хп. Смотрите на его хп. Come through. He spots one more. Сейчас Дэн по нему постреляет. Дэн же, да? Да. Смотрите на его хп. Оп, захилило, отняло. Ебать тайминг. Somehow he manages to live through every single Empire player, and you know, after one of these first gunfights, it's like surely he's not going to be clutching this out because he's 1 HP. But Ну да, раунд не за этого проебан. Я не утверждаю этого. Просто, ну, как сказал Весп на стриме, ну, я не утверждаю, я не говорю, что имперцы не умеют стоять и... Ну, как это? Стоять и просто холдить углы. Ну, в плане не то, чтобы холдить, а не пушить, не проебывать, не смотреть куда-то там, не облизывать углы. Типа просто, ну вот, как это сказать? Ну, в первом раунде это откровенно прям так и произошло. Просто пошли и закинули. Always и Шепард. Просто пошли и закинули раунд. Тут как бы вообще, типа... Вот без шансов было. Просто челы вдвоем взяли и закинули раунд. Ну вот второй раунд... Ну не знаю, ну типа... Блин... Ну я понимаю, почему умер джойстик. Я понимаю, почему умер скутер. В целом могу понять, почему умер Always. Он стоял в душе, смотрел, чтоб чел не пробежал. Блин, ну не знаю, типа, ну... Я, блин, честно не знаю, что можно было лучше во втором раунде сделать. Второй раунд на лаке, да, немного проебався. Ну, блин, ну ты играешь на лане, тут как бы сложно сделать все идеально. Ну, первый раунд они... Никто не сказал Шепарду. Кто не сказал Шепарду? Перестать плентить? Блять, а я вообще это проебал. Что я об этом вообще не подумал. Ну, тогда да, тогда да. Тогда да. Бля, ну да. Я вообще на это не что-то об этом не подумал. Ну окей, первый раунд проебан, потому что Always и Шепард пикнули. Второй раунд проебали из-за того, что там Шепарду никто не дал инфу. Ну, типа, окей, ну проебали раунд, проебали эти два раунда, похуй, надо играть дальше. Типа,
Игра, блядь, только началась. Надо продолжать играть. Towards the trophy side, he has the opportunity to shut him down. Fultz, he's on the other side, he now knows he's coming in. The gun shows, and that is Хорош. now taking 3 в 5. the two clutchers that we've seen before has been neutralized. Блин, по факту это должно было быть уже 3-0. However, still active, but who knows? Maybe it will be Bosco, maybe it will be Skies. You never know right now with Space Station Gaming because they have done it twice before in the 2 rounds that we have played so far. Well, SSG, they found themselves 2 bodies down, but Убили Миру и Мелузи, окей. get a little bit haphazard, things get a little bit shaky, and SSG gets a little bit bold, and that's when danger starts to strike. But we still got a big portion of Ют убил Иса, заряд, окей. makes sure that that top on the supply stairs does not get А, я видел этот раунд, кажется. on the far side is going to steadily make his way up towards red. Я видел, здесь Дэн умрет, по-моему, где-то вот здесь, стоя. This swing on the bottom of red stairs might be the next big issue. Rampy is in the position to try and cause some terror. He has the gadget as well if he wants to buy some time, and he has an escape, and it's a big escape. Nobody really goes down there, so it's up to Dan to keep this clarity. Да, он здесь умер. Осталось 14 секунд. Ну... Now he picks the very first Подождите, а чё? Куда Дэн смотрел вообще? Мне просто интересно. Really goes down there, so it's up to Dan to keep this clarity. Time, and he has an escape, and it's a big escape. Nobody really goes down there, so it's up to Dan to keep this clarity. There you go, he picks the very first kill there. He instantly gets traded out. However, Bosco with a great plays, but he Ну хорошо, Дэна разменяли, окей. doesn't quite Хотя он пикнул немножечко... Сорян, что самый хуёвый в тиме. Да, не знаю, мне кажется, ты, типа, ну, вообще не самый, ну, типа... Я не знаю, кто самый хуёвый, но точно не ты, типа. Потому что, ну, на Орегоне, по крайней мере, кажется, на Орегоне, типа, или на... Тут, на Вилле, ты вообще ебал жестко, по-моему. very first kill there. He instantly Что-то gets traded такое. out. However, Bosco with a Ну, окей, Дэна разменяли, но, конечно, он пикнул немножко хуёво, наверное. Потому что, ну, типа... Ну, мне легко разговаривать об этом. Я, конечно, рассмотрю реплей. Big escape. Nobody really goes down. Но мне кажется, Дэну стоило вот сейчас... Вот. Ему стоило сначала прицелиться сюда, а потом уже перевести прицел направо. Потому что, ну, типа... Зачем? Куда он сейчас смотрит? Он смотрит в центр лестницы. Keep this clarity. То есть он смотрит в центр лестницы, переводит прицел направо. Когда чел... ну, чел же не может быть вот здесь. Чел может быть вот здесь или вот здесь. Или в крайнем случае в двери. Вот там слева. Типа, ну... Ну, мне кажется, тут просто, ну, немного неправильная постановка прицела. Он неправильно, ну, прочекал углы. picks the very first kill. Это всего лишь мое мнение. However, Bosco with a great plays, but he doesn't quite manage to get the shocking kill down. Skies with a great one, but he watches the wrong way. That will be him picked up. It's Saiter with the kill. Ну, мужики все равно выглядят раунд, молодцы. Will not be allowed to clutch it out. This time it will be Empire that get the advantage and manage to stick it in the end as well. And they go up to round 4 just like that. Luckily, Сиджу осталось 7 дней. defense Бля, я видел там вообще там... time. They have that one attacking round now. They managed to get a second one. Да уж. Basically already a success, even though the 2 big failures that happened during the first round. I mean, I think the first 2 rounds, for me, throw a lot of stats into the air in terms of these are 2 great teams that I just found time and firefight and wait around. Lent into it, and this used to be a lack of confidence on because they're going to see if they can try and take as many back now. That is king and those were the 2 one transfer. It didn't really go their way, but either way, point still stands. He manages to get. А all вот of these сейчас kills. для души. Empire, they За что? they close out these next couple of rounds. All right, now as the storm clutching rounds to Без мата 30 минут, да? make or a winning game. However, Понимаю. it is still in their favor. Hoden isn't going to see if he can stick into the fight as fervently as he went before, but does draw. Без мата 30 минут. На корм собаки? Чё на корм собаки?
close out these next couple of rounds. Верни ему поинту, без мата не обойтись. All right, now as the story goes, clutching rounds does not Откуда Дэна убили? В пол, что ли? Я чуть не понимаю. aim. However, Или кого убили? in their favor, Horan isn't going to see if he can stick into the fight as fervently as he went before, but does drop Dan, takes the trade on Кого он там вообще увидел? fervently as he went before, but in their favor. Horan isn't going to see if he can stick into the fight as fervently as he went before, but does. Ой, ну тут... да через пол я понял, что через пол. He looked for the fight the first time. Ну там вообще ни хрена не видно было. Stick gets rampy in the meantime. And that's going to be a bit of a call and a wake up there as they try and pull themselves further back. The Iana's underneath has some of the danger they can apply with those well-cooked grenades. They know the rough positioning and locations. Ну тут unfortunate. Still, Тут я не знаю, как он его убил. it's a mirror that's still stopping an entrance if it goes unchecked. If someone else gets caught, it could be a big bit of danger. And that drone has definitely spotted him out, and the grenade is being tossed in here. That will let Holland А я без инфы кинулась. some pressure upon him, and he will decide to rotate out back towards the actual site. They go. Хорош. Gets caught off. It's always from the balcony. Хорош, хорош. Shuts him down as he moves through. У него на экране по-другому. Well, that will reach Ну, возможно, да. but the assault will unfortunately not. And now, a 3-on-4, yet again, the advantage will be here for Empire, but we've seen it so many times before, and Fultz strikes big, gets joystick off. Чего? And now, a 3-on-4, yet again, the advantage will be here for Empire, but we've seen it so many times before, and a 3-on sites, but the assault will unfortunately not. And now, a 3-on-4, yet again, the advantage will be here for Empire, but we've seen it so many times before, and Fultz strikes big. Ну тут... Forward, and не знаю. Sighter and always Просто, trying ну, дроны не успели... and find Кто-нибудь вообще будет дронить? А, ну там, по-моему, скутер едет, да? ground as well. Very Ну, короче, тут не то чтобы чья-то ошибка, просто, ну, блин. Я бы не сказал, что джойстик поторопился, но тут такое, знаете, типа, казалось бы, вроде джойстик, ну, никуда не пошел вообще. Там снизу у меня 2 дрона. Poнимаю. Значит, никто вообще не дронил, ну, этот, как его, 90, да? Loose player that might have expected some more safety. for Empire, but we've seen it so many times before, and Fultz Ну, блин. strikes big, gets joystick off the board, and he's just Shepard Sighter and always left to try and find it. Вроде бы джойстик, стоя здесь, никуда не поторопился, да? Казалось бы. Ну, кто мог подумать, что его убьют вот отсюда? Типа, вот, с края вообще, типа, ну, типа, такая ситуация, не знаю. Ну, в теории джойстик мог встать как-то по сейвове, да, потому что никто... Отсюда вообще мог чел выйти, потому что никто это не дронил. Potential to plant here. То есть 90 до сих пор не задронено по факту. Very well played there by До сих Fultz. пор 90 никто не дронит. On that 90 corner to see if he could get a catch on a loose player that might have expected some more safety. Here, Skies is still a backline, which is going to make that study approach a little bit trickier for Always, who's going to start to try and push towards the fight. A lot of ADSs means those grenades aren't going to sail through as well as they'd liked. Но я понимаю, почему это происходит, потому что их 3 осталось. А Шепард не может один все это задронить. And with Scyther going for the rotation, potentially all the way underneath, he might first Да и смотреть. drop off around the mirror window. There it is. Goes for the reload, goes to try and force them into a trickier situation, goes for the pop. Бля, скутер, я когда смотрел стрим, я вот думал, блядь, типа, господи, хоть бы чел с Мэнстерса не пикнул, потому что это просто, ну, Challenged, of он бы, мне кажется, убил бы. way, because if the buck opens up next to the mirror window, Я просто смотрел, как ты бьешь полы и думал, господи, хоть бы он не пикнул, хоть бы он не пикнул. they want to open it up, so Я просто смотрел на это и молился всем старым богам и новым. reckon a Я тоже? Skies right here. Понимаю. Empire players inside the study, but the first one doesn't go down. Так, ну окей, Скай с лошара сдох. Thor manages to sneak himself in. There's 5 seconds on the clock. They need to make this stick. There's another kill to come through. And that Ну тут, да. Bosco here, prone on the ground, who Ну can тут double ничего не скажешь. They had no clue that Там it Скус was засел пикать. knew that they had to push in quickly. Да. We're not ready for that one. If he was standing, that could have been an opportunity there. Не знаю, что тут можно было сделать. Наверное... But the first м, way Fultz, right behind the fall, Thor manages to sneak himself in. There's 5 seconds м, on the clock. They need to make this stick. There's another kill to come through. And that is going to be again. Bosco here, prone on the ground. А мне никто не сказал, я пока раз начал подниматься, хотя мог мейн запушить. No clue that he was there. They knew that they М, had to push in Ну да. but they were
were not ready for that one. If he was standing, that could have been an opportunity there for the second player to get that kill. This was just a little bit too much here. And of course, it all started off with hot and cold. You can have that very impressive kill. Вообще, да, типа, можно было подняться по мейну, потому что тут челы бы напрягли бы чела за щитом, и он бы, ну, типа, ему было бы тяжко. Скорее всего, да. Ну Фульц убил скутера. Понятно. Ну тут дробаш стоит, понятно. Да. They could do is throw themselves into the other side of the site. They had enough time to make that decision and that rotation. They did not have enough time to wait out the site. Вообще, типа... Вот чел стоит тут за щитом. По идее, мне интересно, вот если встать сюда под лестницу, будет ли эта херня работать? В теории, если ты встанешь вот сюда, ты убьешь чела, который стоит тут за щитом, не затриггерив эту хуйню. Возможно. Но я не уверен в этом, что она не затриггерится. Это мое предположение. Просто когда я обычно играл на этой лестнице, я больше всего боялся, что челы будут подходить не на лестницу, а под лестницу. Потому что, типа, ну... Yeah, I'm just wondering now, like, okay, so do we count that Bosco as a clutch? I mean, it was a 2 versus 1 clutch, but as I said, he was the force on the rotation. I think that the monument. Чем молву всего навели Sledge? Ну, почему нет? Sledge нормальный опер. Я шок, получается, нашел абуз на мелодию трапа, ну просто Шерлок. Ну, это надо проверять, я не уверен, что это работает. Я просто, когда смотрел стрим онлайн, я смотрел, как скутер бьет полы, и молился всем богам старым и новым, чтобы Скус не пикнул с моей лестницы его. И потом, после этого, я думал, а что будет, если... Ну, там мелодия трап уже стоит не на лестнице, а правее от лестницы, на уже подъеме. И я в этот момент думал, типа, а что, если подниматься по лестнице, до какого момента она не будет срабатывать эта триггерка херни этой? Я об этом думал, типа. И вот еще, типа, если встать под лестницу, сработает ли мелузия херня, которая стоит вообще уже на середине, на середине? Сработает ли она? Is, I guess, a bit of a worry for Empire because SSG have started to show up on that regard, have started to heat up. Whoever loses this game is the bottom of this group. Yeah, and that is not a place that either of these two teams want to be in, especially considering both of them are considered favorites for this group to make it out. Expectation, of course, after their NAL performance, Team Empire, after how they did in Mexico. Ну там тяжелая ситуация была, 3 в 3, типа... Наверное, можно было подняться по лестнице, да. Бля, я смотрю на стриме, пиздец, ебаный Unfortunate, просто такой тайминг. О, просто вот он перепрыгивает, и в эту же секунду почти взрывается хае под его жопой. Takes down a shield right after it got the point. Grenade. Fultz, however, was shielded from the shrapnel itself due to the explosive resistant BAFTA, people said. That's it. It was a clever moment there from Fultz. He sort of expected the pressure and hopped into the bath to make sure that he was protected from the cacophony of explosions that would otherwise dampen his day. Here, though,
Joystick is looking for a fight underneath. The slow creep and Cruel doesn't quite find any success around dining, and instead they're going to see if they can try and take care of these mirror windows from a little bit more relative safety. Plays against Открыл окно, окей. place themselves into a slightly different position and expected a Какой-то дрон в подвале. from the verticality that SSG has decided to try and make their mantle. It is, Блин, а чё там? Там же никого нет. Ну, они, наверное, об этом не знают. first 2 rounds. Наверное. They are А может и знают. receive the pressure here as well, but Amugemma will Скорее всего, знают, что там никого нет. Ну да. Selmas from really detonating for now. Always, however, inside the bathroom is in an opportunity to try and find some angles soon. As he does go prone, hoping to spot one of the space station members to swing just a little bit too aggressive, so to say, to allow him to potentially pick up one of these kills. Wait, the breach is there, just not really the manpower yet. Hopped in, and this is one of the slowest approaches that we've seen from them so far outside of that very open. Очень долго все это выбивали, конечно. Able to get that Уже раунд почти кончился. down. The grenade round at the side of Astro Stairs. Ой-ой-ой. That's sure Ой, как я не люблю взрыв сихи на окна. Это ж вообще, у меня так жопа с этого сгорала, просто. Типа, тут еще скутер был недалеко, вроде как от окна. they were still able to get that diffuser down. Где он там был? At the Ну, тут он был в упоре почти, да. side of Astro Но, блин, иногда сиха, который вешается на косяк окна, оно убивает тебя просто за километры. За 3-4 метра, просто ваншот. Stairs and quite У меня так с этого жопа сгорала. C4 and the grenades thrown Ну, down тут, типа, so far outside да. of that very open round where they were still able to get that diffuser down. The grenade round at the side of Astro Stairs doesn't quite connect, but that's sure Тут скутеру сиха прилетела, тут ничего не скажешь. Тут, конечно, Always, ну не знаю, блин. there's a C4 and the grenades thrown down doesn't get it either. SSG for the first time have this body advantage and almost get one more for the trouble. And as I said, they've started to wake up, and this is them sort of going, yeah, we have. Skies goes for a wide swing as Dan gets rampy on the far opposite side, but dropped pretty much instantly by Hot and Cold. Блин, жалко, что Дэна разменяли спину. Возможно, раунд был бы выигран. Now as the spray comes Но through, тут тяжело, тут просто... off with, I would say, Unlucky. their best Unlucky, что прилетела сиха на окно. Как... Блин, а откуда он ее кинул? С этого. Понятно, короче, откуда. performance on it, and that puts more pressure. М, Мне кажется, вот где был Very open. Always тут, скутер тут, Шепард на окне, Дэн, по-моему, в этот момент фланкает. Что джойстик делает? Down. The grenade round at the side of Astro Stairs doesn't quite connect, but that's sure Там, чтобы С4 не убил тебя, чел с ванны должен пикнуть и дать ебало ему. Ну, да, по факту, да, наверное. Но он не может пикнуть, потому что его смотрит стол. and the grenade Понятно все. thrown down doesn't get it either. Мне больше интересует, почему никто не пошел по лестнице. SG for the first time have this body advantage and almost get one more for the trouble. And as I said, they've Мне кажется, ну типа, окей, Дэн мог пойти в спину, хорошо, но мне кажется, Дэну стоило остаться в спальне с Шепардом, а джойстику стоило пойти на лестницу. Тогда бы больше было вероятности, что выбьется Астра. started to wake up, and this is them sort of going, yeah. Мне кажется, так было бы правильней. Skies goes for a wide swing as Dan gets rampy on the far opposite side, but dropped pretty much instantly by Hot and Cold on the rotation. Now is the Потому что лестница — это очень важная позиция, мне кажется. Это очень важная позиция. Если ты занимаешь лестницу, у тебя очень много опций открывается. Особенно если у тебя есть пробивание полов каких-то. spray comes through. SSG lock off a half Ну тут, with, I would say, that ну мне кажется, тут надо было идти джойстику с лестницы. It's truly a space station gaming round where they were А completely... Дэну оставаться в спальне. Yeah. Потому что если бы занялась лестница, чел бы, возможно, не кинул сиху скутеру, тогда бы все вообще по-другому пошло. It's kind of weird to say that they're right now 4 rounds up, but only one of them was really due to the Да, возможно, джойстика бы обошли спину. Возможно. round Но, типа, really coming through. все возможно. But they still have another opportunity. He's not locked off quite yet. Don't worry. Sometimes is now. It is now. Round 6. Просто... Астер будет проще выбить, если войдет кто-то с лестницы. and what we're seeing
hey, look at this. It's a bit of an explore on a site that you don't really see too much. It is specific to teams, not even to regions, to teams that like to have a bit of a play around on this site. And hey, let's hark back to what we talked about at the very beginning of the day. Villa has been a little bit of a secret map, so it's... Вот типа в начале прошлого раунда кто там, Дэн и Джойстик, кажется, зашли вниз, чтобы убить Мировское окно. Джойстик мог пойти с таким же успехом просто на лестницу. Правда, там надо было дрона бы оставлять где-то и задронить, но я думаю, в этом проблем нет. Просто чтобы скутеру не кинули сиху в ебало на окно, ему надо постоянно ебалом чекать это. А он это, мне кажется, не может делать всегда. Ему же надо перезаряжаться, блядь. Opening up those history books that are inside that library, and I'm taking a look at the European chapter. You're looking at teams that played this actively, and the first team that comes to mind to me was Easy Dream, the Challenger League team, which of course splits up afterwards, and now part of it went to Vitality. Back in Challenger League, they used to play it a lot, and actually that carried across to Vitality, who have shown it here and there as well, not in the same flavor. Блин, Джойстик еще хае были. Он еще мог кинуть с лестницы хае чуваку за столом, если он там был вообще. Или в пол кинуть. Даже Соги бы не пришлось забивать. Ну окей, задронили его, сломали ему мелузи хуйню. И чё дальше? Бля, я вообще никогда не любил атаковать вонючую библу. Бля, я никогда ее не умел атаковать. Ну, у меня в голове не совсем была картина и понимание, как это правильно атаковать. Ну, типа... Good drone there, a lot of information given out to the side of Empire, and you said, will Remedy stay or will he maybe try and rotate out? I don't think there's a way for him to really rotate out, because currently, you know, there is the angle that has been created from above there is being watched. Joystick is currently below as well, really holding... Ну да, я об этом и говорю, типа, Джойстик мог пойти снизу, напрячь хаешками, какой-нибудь условно... Вот, смотрите, Шепард смотрит ему дрона, который стоит на часах. Дэн в это время смотрит просто спальню, как-нибудь там, я не знаю, на дроне условно. Ему не надо особо ничего смотреть. Always стоит в душе, ну в туалете. Скутер репелится на окно. Джойстик идет на лестницу, чтобы... Джойстик идет на лестницу. Может кидать хае в пол, если есть инфа точная, что чел за столом. Либо просто может пойти по лестнице и напрягать челов. Все. Тогда бы, скорее всего, чел бы не кинул скутеру сиху. И вообще раунд по-другому был бы игрался бы, я уверен. Все. Вот и раунд. И раунд, скорее всего, был бы выигран, мне кажется. Ну, типа, если бы там не произошла какая-нибудь хуйня лютая. Otis the ADS had just got it last second because he weaved to the left side there, so that kill didn't come through. His joystick, however, that will lock him. Ай-яй-яй, nice try. Ну, блин, хае чуть-чуть было... Хае, да, unfortunate не взорвала. Тут, конечно, не повезло. Ну и джойстик мог двоих забрать, да. Тут как бы да. Ну ладно, нормально. Хотя осталось 50 секунд, блин. Put some of this pressure back into the side of Empire. 40 seconds, and Empire is starting to see if they can finally try and get some control over the top floor, but it's not fully being handed over. Hot and Cold has moved himself into a new situation. Skies is still causing some trouble up above in Study, I believe at this point, might have the rotation possibility, and they have some awareness of this. Empire's actually pulled themselves down. Stuck in on Mudroom as another Lion roars into the sky, but
the vibrations don't quite catch anything, but Bosco sure catches Shepard. The trade comes through from Dan now, 15 seconds. They're looking for a bit of a cross-countenance here. The library book gets read, and it's a trade either side. Suddenly it's sprayed all across the board, but 7 seconds, and it's actually an SSG Ну, who had the drop on the player who dropped to the sky of this. Empire's actually pulled themselves down. Stuck in on Mudroom as another lion roars into the sky, but the vibrations сейчас Боско кого-то убьет. Шепарда. А Шепард где был? quite catch anything, but Bosco Где-то, наверное, на пропиле. comes through from Dan now, Размена Дана. 15 seconds. They're looking Хорошо. for a bit of a cross-countenance here. The lion Тут Дана убивают с красной, окей. Тут скутер падает в люк. gets red. Когда там камеры еще и нет инфы по лангу. Suddenly it's sprayed all Always разменивает. across the board, but 7 seconds, И убивают спину с красной, чел спустившийся. and it's actually an SSG lock. Уф, The drop on не знаю, не знаю. Типа, Not enough time down. хрен знает, как надо было лучше сыграть. We're forced in the final 15 seconds to really rush it and not really had the opportunity to Во-первых, наверное, не надо было давать челу на красный вообще там находиться. check the right angles, hold the flanks for just Мне так кажется. longer. That allowed them to drop safely. They had the entry here, but the instant trades that really came through from SSG, those were eventually what won them this round Не here. знаю, по атаке на Виблу не могу что сказать. Я в ней не так себе вообще не шарю. So we were Но мне кажется, не надо было давать челу на красный It was gonna be находиться, потому что он тогда бы не убил двоих как минимум. again, the Он few двоих injuries оттуда now, убил, right? We were можно сказать. Он убил Дана, times. и потом спустился и убил спину Олвиза. Just gave a bit of a spoiler, but we won't spoil the match any further. We'll use the right clean feed this time. not our future one. Вообще тут на атаку нужно смоки брать, мне кажется, на атаку Даррell Спиди. Тут, мне кажется, надо брать этих, как его, смоки, чтобы смочить все нужные дырки и смотреть только в потолок по факту. И чел плентит. По крайней мере, против ВП так выиграли раунды, при мне. Alright, 5-1 SSG, you got a couple. Как дела? Да все отлично. Let's be honest. А у тебя как? Two ace clutches pretty much back to back Хах, дела. aren't rounds you're expected to take in a lot of other players' books. They wouldn't be rounds you got. It could be a 3-3, but it's not. And that's the important part of this point is SSG realized that. They got better and sharper. Empire Типа, Империи, мне кажется, надо было попытаться заплентить и никуда не идти. Но ребята пошли куда-то и отдались. Просто. took a round after, Тоже все супер. and that was their wake up to be like, okay, Это самое главное. into this game. Главное, чтобы было все хорошо. Huge amount of skill, which they have flirted with in NAL, but they had a wake-up bout of energy of, look how good we are. That's it. Look how good individually we are, because it wasn't just Ну, не хватает коммуникации мужикам. Где-то немножко one and then коммуникации не хватает, где-то каких-то three clutch, and after that it was a one on каких-то мувов в плане там обойти туда, пойти туда. I mean, Где-то лишние мувы делаются. as I said at the time, is just... And that's a combination of calls as well, is the knowledge of where the plant was going down, the calls of go for it, and the confidence of the player to do the right thing at the right time. Talking of, there's a blow either side. Э, Rampy locks it off for the double, drops Dan and Joystick. Talking of, there's a blow either side. Go for it, and the confidence of the player to А, do the right Рэмпи, thing at the right Рэмпи убил Джойстика. time. Talking Ходу на Монстеросе. Вот где-то тут умер Джойстик. Потом убил Дана. there's a М. blow either side. Боска вообще здесь стоит уже. And Rampy locks it off for the double, drops Dan and Joystick very quickly and decides that he wants to take control of the stairs. Study is a point of pressure as well, and as they were caught Дядя Олег с ними был. Ё-моё. С ними был дядя Женя. Да.
setting up and a little bit sleeping is the smoke canister that buys them a second of time. There's still a bit of concern from Empire. A lot of territory left by a bold and brash play of I'm taking these stairs. Не знаю, что тут произошло, обсервер ничего не показал. Я не понимаю, как Боска оказался у двери там, и Рампи так легко поднялся. Но он убил джойстика и просто на шифте полетел. Что это было? You're losing one of those key interest points, like those main stairs that are now in control of Space Station Gaming, who are looking to slowly wrap themselves around the side, slowly start taking control as they want to start opening up inside of that vault as well to put some pressure onto Shepard. It's going to be exactly what Hot and Cold is currently doing. Takes care of that mute jammer. Another spot comes through. They know one is inside that corner. A long angle is being held here. If Skies spots the head of that player right behind the bar, it suddenly turns into a 2-on-4 situation in favor of SSG. Well, they're still Надеюсь, Шепард не встанет. from the ground they made very early on. It bought them a lot of time and a couple of bodies, but still, the pocket utility is in the hands of Empire, and it's down to SSG to see if they can force a little bit more out. The grenade is going to see if they can catch the body. Almost does. А, это не Шепард, это Always. О, Of health away. Just ауч. scratch of shrapnel and splinter from the buck would cause the Ой. end. Секунду, гайс. Bought them a lot of time and a couple of bodies, but still, the pocket. Utility is in the hands of Empire, and it's down to SSG to see if they can force a little bit more out. The grenade is going to see if they can catch the body, and so stretch of shrapnel, and so close, Always is dancing. Я не знаю, как там Always живет, он просто там на... Он просто стоит одной пяточкой просто на ниточке. Он там просто как цапля, мне кажется, сжался. Так, ну Скутер убил Басяру. Опять хаешка очередная. Капец, они душат, просто душат, ну душат. Потом Колд пришел с красной. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Look at the HP of both these players. They're literally a sneeze, and both of them will die right here. And as Shepard is going to be able to try at least to go for the frag. It's Rampy, the last one left right now. He needs to clutch this out. There's 12 seconds. На каких же тончайших, просто тончайших, просто. Ебать, Шепарда наушники просто, не знаю, на лбу. 5-2. Shepard is able to lock out the opener round on their defense, but that Просто from the Ash stacked up with Rampy on the sledge was очень тонко, очень тонко. Очень тонко и близко все было. Но как же они душат просто вот снизу, просто такая душилова идет. А от этого бака вонючего. Вообще смерть. I mean, it's fun to see, and we've seen it cause destruction. 2 в 1 не залили, опять в 1 залили. Like when Rogue suffered a death to it instantly out, Ryan, and the double comes through. Faults first off the board, but look at all the
Ульц умер от джойстика. Хорош. Хорош. Домой. И этого. Ай-яй. Аккуратно, аккуратно. Найс, найс. Туда их. Ой, чуть голову не прилетел. Through onto the site via the bathroom, but Empire, as I said, had a bit of a wakening up to the application of the pace that if you find faults, chances are there's a whole vein of gold and diamond players behind him, and SSG are going to take themselves a little bit of a conversational time here. He's up on the roof. They're going to slow things back down because they're 5-2, probably 5-3 at the end of this, though it wouldn't be the first ace clutch. I was going to say, is this the moment when like it is like... Понятно, короче. Ты чё, сдохнет? Надо на отдельный клиент игры, да. Ну, как правило, да. Хотя я в этом не уверен, что сейчас так. Просто я был когда мы были на Инви с имперцами, там был клиент вообще игры, когда ты пишешь там через консоль свой ник, через какую-то, через батник. Если я помню, говорил, все лан-билда нет. Ну, короче, я не знаю, но возможно сейчас нету. Просто он, типа, ну... Когда я играл, вот говорю, когда я играл с имперцами на Инви, там был лан-билд. Когда был с форзами на лане в Америке, там нет был лан-билда, по-моему. На обычном играют, да, по-моему. По-моему, на обычном играют. Change that because every single round that Empire wins right now is a round closer to a potential overtime, and well, have to be fair about it, if they do not get another one, it's a round closer to defeat. Well, with the track slowly coming around, Dan's gonna see if he can leave the last on this staircase, but then realize... Ясно, что нужно что-то делать с Орегон Мышлек, сейчас все будут выводить на эти карты. Further away. Shepard gets a bit bitten and scratched by a grenade that swings around, but is able to keep himself stood and happy and confident around the site itself. Я думаю, им надо банить эти карты. SSG is a different take here, and Dan takes the first. Fault's dropped on the main door, trying to get the camera on the loose play. That is obviously a big blow because that is the top performer inside the server, now alongside Joystick, but there's still a chance for Joystick to drive some more pressure in. I think Thoughts also, you know, this was his second ace actually on the tournament already, which is quite insane after you've literally just played one map and are currently busy in your second. So managing to take him out is a big factor gone indeed. Grenades are being tossed over to get rid of the Mew jammer that allows him to go for a potential breach, but as the Nitro is being tossed back out, at least some time is wasted. However, Skies, well, he's not trying to wait for too long there. That Nitro will get rid of the exothermic, however, not the kill, but it's at least a little bit of extra time wasted. It's at least a little bit of utility wasted. Сломали Сих и Шепарду, ой, скутеру, ой, Скайзу, блядь, этот. Шепарду, скутеру. Заряд. Еще один заряд. Нормально. Who needs impact? And they have another one. And they have another one. They went in with 4 and a couple of impacts, and they made sure that the impact was one felt by the utility, the pockets, and now SSG. A minute on, plan B's on the cards. 3 Сихи, 1, 2, ну, сколько там, 2 или 3 импакта. Dan was painting in the art room and almost got caught, but Hot and Cold was the next to suffer as the spray comes around on the split. Scyther is battling, and it's scrappy all across. Multiple different fights happening at exactly the same time, and that is the result of the SSG rotation. Dan gets one more, 30 seconds left. Дэн где-то Hot and Cold забрал, скорее всего, на окне лесы. Боска скутер забрал. Ага. Но они только сейчас заняли верх. О,
Шепард разменял. Shepard lives with about a single point of HP there. The diffuser has been dropped. Space Station needs to recover it. Rampy is on a mission right here with Boss got a bit of cover right here, but he blows up. Нормально. Capcan Trap is only up to Dan though. It's a 1-on-3 clutch. He's going to be able to make it happen yet once more. It's two members in the DBNO state, and the plant now starts to happen. But it decides that there's no Нормально, нормально. having time, even though it might have been close because the door was barricaded off. Trust it. It's on. Underway. It's the Aviator and the games room that Empire decide to go to. It's on the board and it's a drive, because to be fair, when we've seen some of the success pace that they could apply on that drive-in, they're going to see if they can go back to the formalities of trying to rock the opponent's world within a short breath and space of time. However, Empire, and you assume against the possibility of these swing rounds, say, well, if you want to stick this fight, we're going to make it very awkward for you. They're definitely going to try to make it awkward here. Блин, ну мне так нравится, что капканы начали брать. How Empire is going to be dealing with this. Прям Of course, the last time we were down here was Space как-то приятно даже. to take the main stairs, but in 30 seconds. Не вертолет как сидят, или это обычно наушники. Хер его знает. Turn it around back then. That is something that Space Station doesn't want to let happen. Это надо у скутера спрашивать или у кого там? The same site, yeah. Я не знаю. It's Holland Colt using the shotgun. Скорее всего, это вертолетки, но я не уверен. It's either that or he's being very sneaky and Okay, hiding. no, I was gonna say. Yeah, I was going to say, 'cause it was a 6 pick, so maybe they were hiding gun intel. That could be the case, yeah. So the pistol, I mean, the pistol is also unique. Doesn't come with any other operator, but it's a bit of a You hear more. it less. That's it. Like it doesn't get used as often. Yeah. But either way, there is still the Ying on the approach. There is still... Блин, я помню, на каком-то РМЛе были такие ужасные вертолетки, это просто жесть. От них так голова болела, это просто жесть. И уши и голова. the main stairs rush, Просто невозможно было играть. creep and build from the opposite Отвратительно просто было. is under their control. Faults is crouch walking around underneath to make sure they don't get caught out by the chance of a loose Empire player. But for На now, лане было на they've каком-то. got РМЛ. themselves Oh, look at that. sitting pretty. And they're setting themselves up for it, though. They realize Две соги и мьютка на двери, окей. the map, so instead. А, это там кот снизу проехал. Top of the landing. There's gonna be some verticals here. Shepard spots out some of these drones. He's looking if he can maybe find one, but can't quite yet. And the space station is looking to get some information from below. It's Fultz, of course, that has the opportunity to use these S charges and try and dislocate one or two of these players, or potentially even go for some kills. Oh, that's the ADSs. Oh, he misses it. But he can do that now. He He could get an angle onto those ADSs if they want. They're going to realize that there's some stacked on, and Faults has actually moved off, so maybe they did expect that to pop the burns as well. The mute jammer, Минус 2 хае, да? any of that Да, минус 2 хае, потому что соги не были сломаны. underneath. The slow and steady creep and crawl goes through. That is all Да уж. Candelas. They still have smokes, and what you'll have in a second is all those ADSs back up and standing, which means that they've got to be burnt once again. There's Bosco going Минус 3 флешки. about to have, you assume, Сломался щит. of explosions. Yeah, the shield now has finally been taken care of, but the ADSs are getting active yet once more, so they need to make sure that they've Наматка на красный. they're again wasting them before they're going at it. They're about to be jumping in, but it's a smoke canister. А соги уже зарядились, я так понимаю. Now, Sight to get Скутер забрал рэмпе просто на каких-то нереальных боусах. on the study area as well, but Skies is looking to put some pressure from the balcony here. As the sounds that are being deployed, Dan wants to take care of them and will do so successfully, just to make sure that study is not becoming a danger point for themselves. Scyther is the first to get dropped in the fight, Фейс залили рогом? Серьезно? but it's Dan that Я видел, типа, Фейзи там 7-0 выиграли. That's an important kill because SS Так, минус Фульц. and tried to rotate for a bit of a wider take on Study, but Dan Минус Кайс на окне. no Study in view unless it's a quick Ага, скутеры Дэн отлетели. piece, and suddenly behind the О, they found a 2 versus 2. Bosco has a bit of the cover. они что, серьезно это проиграют? On by, can't get the diffuser, but they do get one loose player. Hot and cold hops up, drops one down. Now goes for the swing on the Oh! side, but it's Oh! Shepard. The Ah! keeps Empire clutched. It's not there. Nope. There you go. You could have played your own game. Я испугался на секунду. But it's yours to take away. 5-5. That one got quite close there in the end. Just a quick bit of discussion on the side of Empire afterwards. What quite went wrong there, because they had quite a bit of control, but then suddenly it was the great gun skills, of course, from Space Station that came in and suddenly turned up the sight. Just something they don't really want to have happen. Bosco as well able to do so. We wins this next round. Emmy is going to be
main stairs there. Happen. Bosco, for example, just getting Не знаю, ничего не понятно, потому что обсервер просто ужасен. Hudson Gold as well. Ничего не понятно, что происходит. Empire after sight. Just something they don't really want to have happen. Bosco, for example, just getting rid of the player on top of the. Какой-то просто киллы, что-то где-то киллы происходят какие-то. Should have never been allowed to pick up Ничего не понятно. kill there, but he was almost able to do so either way. Ну, But the я fate так понял, там в сайте убила, инк одного убила, потом убил Ягера. back to a 5-5 situation. Ну, тут просто перестрелка, тут сказать ничего особо нельзя. Point in their hands. Вот бы Мариёк туда. Say Villa is often defender side. I did say it. It's a defense side of map, you know. Я не знаю, как Мариёк обсервит, не могу ничего сказать. Take away from this is obviously Ну, типа, я просто смотрел сейчас, и я вообще ничего не понял, потому что обсервер просто сначала туда переключается, потом сюда, туда, сюда, и все киллы пропускает. И вообще ничего не понятно. А хотя ладно, он показал, как убили Дэна, как убили Ягера, и все, по-моему, вроде. regardless of how this Он проебал, как Скайс убил, как Инк убила кого-то там в сайте, и еще какой-то килл был. Как убили на 90, по-моему, Фульца, он проебал. if it does go away from Empire. РМЛ же? Ну я не смотрю РМЛ. 2 rounds forever. Yes. Is at that point those moments would have been their lockout, but that's the game and it's not over yet. And SSG, they now have a lot of pressure to see if they can try and convert one of these rounds. Just one to get to OT and to match the score that was put against them. Just two. Я на РМЛ только сорю, типа, имперцев и ВП, наверное. Все, больше ничего не сорю. Ну, может быть, гамбитов там, или... Ой, гамбитов, Hellraiser с кем-то. Rampy, they have been stacked. Пацаны, гамбитов и Hellraiser путаю. Для меня это как будто одна и та же организация. Much of a impact onto these rounds. So just them activating again would be quite big. And, oh no, did that drone just? Oh no way. Obstacle, they О! it bounced. Impact onto these rounds. So just them activating again would be quite big. And, oh no, did that drone just? Oh no way. Obstacle, they threw his drone. Дрон убился об забор. Jumped over the fence, which means it's automatically destroyed. So he wasn't going to be able to use his. Дрон убился об забор. Unfortunate. Или вообще перепрыгнул и убился. Короче, дрон сдох. For От того, что отскочил от стены. Ну, ВП Ашера легендарная была. Ой, я что-то особо не смотрел, я только знаю, что там Кама что-то пизданул. И все. the disconnects that does happen in this game, and it's what do you build Точнее, я знаю, что он пизданул. And now I guess Вкратце. we're gonna see if they can build a lot more on the pressure of a single Twitch drone, as there is still a lot of utility. There's still a lot to try and burn their way through. Rampage 5-5. getting some pings Ну, on вроде неплохо. inside the site itself. ВП ЧСВ легендарная. Ну, я не смотрел эту игру. Я знаю, что, по-моему, ЧСВ выиграли. Itself, Scyther and Hot and Cold Размен у джойстика почти моментальная хае под ебалом взорвалась. itself, and they're gonna see if they can get a catch or even underneath the site itself. Scyther and Hot and Cold get one Ну, джойстика тут без шансов было. from Rampy drives for the first time in a long time. The body balance into the favor of SSG, but can they convert it this time? That is the big question. They need to convert it as well. There's still 2 minutes left, however, plenty of time as Hot and Cold will be using his very last Twitch drone to put up as much damage as he possibly could. Took out a default cam already. That means that they will not get the information Требую разбор ВП ЧСВ. there. Да это было 100 лет назад, кому это вообще интересно? An ADS or an Electroclaw if he got into Чё, канал пизданул? Ну, пересори сам, посори. need to open up that wall. They need to open Я, честно говоря, не помню дословно, что он там сказал. trophy. And that is something that he's currently working on. He's trying То, по-моему, Ашеры играли как, типа, to ну... remember trying to stop it from happening. About to be Короче, пересмотри лучше. already taking А то еще скажу, что это не то. And that wall will get popped open. We've seen that be a big detrimental play. The impact stops that one opening up into a full rotation hole. The Сквозь рукава. Да, что-то такое сказали. Что Ашеры играли сквозь рукава. large chunks, no, didn't quite get the catch in time. It pops off all the way and Сквозь рукава, блядь. Это фраза еще такая, блядь. Нестандартная, которую редко услышишь, я не знаю. bit of a problem that is tough to hold on to because of the ferocity that we've seen of the gun skill of SSG when they need to step it in. Hot and Cold, creeping Он through onto the SSG when they need to hold on to because of the ferocity that we've Hmm. seen
У него просто нижняя дощечка есть, но он прошел, ну ладно. Of SSG when they need to step it in. Hot and cold, creeping steadily and sneakily and slowly, might catch Dan or might get caught by Dan. It really depends. И вообще не умеет играть клуб. Just a scratch, a sliver of intel, and as Skies finds one more, it's an important take on the far side. Skies is going to see if he can stick the А я, по-моему, видел этот раунд, что-то такое. canister pushes him off. He can't Ну тут unfortunate, конечно, да. round onto the close corners on the monument door now as Dan from deep goes for one more, but we're in a post-plant situation. Two in the bedroom are causing more of a fuss than Ну блин, Дэн не знал, что... Ну, походу, Шепард и Дэн не знали, где ставить чел. usual. И Дэн не знал, что чел справа, но тут... It's the door in the spray. А сколько у него патронов осталось? More of a fuss than usual, and Dan can't quite get the connection. It's the door in the spray, У него еще 12 патронов оставалось. but he runs out just as he goes for that single last bullet connection. And Shepard in the 3 versus 1 post-plant. They have a great stretch of bodies all the way Но тут не выиграть. outside. One either Тяжело. of the breach and nothing but a pretty angry owl stuffed and staring at him as he sees if he can pull a bit of a clutch factor back into his favor. But now with the time it would take to even get to the fuser, this is an SSG round. They just need one more. And for the last kill, the ace. Не знаю, не могу ничего сказать. Тяжело, типа, тут просто клатч, типа, который надо было выигрывать каким-то чудом, я не знаю. Тут разбирать особо нечего. Возможно, типа, Шепарду как-то, не знаю. Короче, надо было как-то инфу получить о том, где чел ставит, и тогда бы Дэн, скорее всего, бы изи убил. Once before, but space Просто не повезло, что Дэн пошел в лесу, а не стоял у двери статуи. Gaming. It's a team that knows how to adapt. They know how to bring Ну да, понятное дело, что ССГ, типа, не пикают, как имперцы, и не облизывают углы, а стоят закрытую и играть на звук. Как только ты подойдешь к пленту, ты умрешь. Команда лежать, да, типа, вспышка сверху, и все ложатся. Все. Челы стоят, не держат углы никакие, стоят закрытую. Вот так и надо играть. Типа, когда я был в ВП, очень много этому уделяли времени. Типа, чтобы, блядь, ты, сука, не смей пикать, тварь. the fire back to go their way, and this is going to be probably the most important one of tonight. As you said, going back to kitchen, seeing if they can offer themselves some support. They've gone with the 4C4 build once again to deny any potential information, but what we have as a difference is Selma's instead of those exothermics on the potential chance of the close quarters swing in. You assume they're not going to go for that fight once again, but also, even if they don't, Перестань, пожалуйста, называть Дэн. Его ник читается через А. Его же зовут Даниил. they can also kill Как хочу, так и буду называть. Exactly. And Мне больно, если честно. Да и чё тебе не больно? Кому ты чешешь? with that cardiac Больно ему тут. the opportunity to, when the top floor push seems to be apparent from the side of Space Station Gaming, that he has 4 mines. He can, you know, basically Данила зовут Данилу. detonate him at his own will just by telling, like a word, a signature Я word. вам отвечаю, это протеже ХЛК. Often used, for example, in Я Europe. называю так, как мне удобно. Мне все равно. as it goes down. No. Because Twitch doesn't get those throws. Oh, yeah. Я просто привык называть его Дэн, типа, и все. It's just in so many Данила. Was Я не разбираюсь в сортах Данилов, да. difficult. Also, Данила. he was still able. I don't think Через И. straight away. Oh, no. Give away your drone position, right? I mean, yeah, but he gave away one early in the ground. That is true. Anyway, previously. But here, all right, SSG, what can you do to try and convert this? Final one. You've gotten one. That has matched your opponents, but you've only needed 2 for a long Ах ты крыса хитрая. Great. Little bit of movement and what they tried to connect with last time. Хитрая крысюка на твичухе. Aether and disappeared with a bit of a fade. Динеру. Cold has slivered his way around. There's not another jammer that he needs to Как ты можешь оцарить, это Данил, here. а это Данила. I'm going to connection. Бля. He's doing indeed. He knows where he is, but the drop down just came through. Always drop down. Is Rampy А где скутера убили? important kill though? Is Saiter I'm going to the connection. exactly what he's doing indeed. He knows where he Скутер вот там стоит у двери. down just came through. Always Рэмпи его убил. А где Рэмпи? is Rampy that picks Рэмпи стоит вот тут. А, ну понятно. very
important kill though is Подставился. Скутерост. say like he's one of those top performers, but everybody currently on the side of Empire is on 7 or 8 kills, except for of course Joystick, who is in a world of his own right now with 12 on his. Дэн звучит как Дэн. Но просто правильное произношение его ника на английском будет Дэн, а не Дан. Дан говорят только на русском. Если на русском читать его ник Дан. Правильно будет на английском читать Дэн, поэтому я всегда читаю Дэн. Да, это English pronounce. У меня просто привычка такая, читать А на английском как потому что это правильно. Пронос. Понос. Прононс, блядь. PlayStation knows how to work with. They need to make sure that they close it out here and right now to make sure that they will not be the team that is currently ranked at the bottom of their group. Hey, there's those C4s doing that thing about killing people. Да всем похуй, реально, господи. Is off the board first and his faults opens up. Кто как хоть читает, так и хочет. Head of Shepard, a quick read and break there. The man just carrying on the close corner. Как вообще должны называть англоязычные кастеры скутера? Только скайфер? Who went adrift to try and Казо? himself, but not in that way. Pulse Они же не говорят скутер. and with still a C4 in the pocket. Сусер. Pre-play, see if they can try and utilize some ears to lock out these final potential 2 bits of damage. Joystick is trying to find that angle, pops it on, Какой doesn't quite get the catch he wants to. А чё со скутером? Many problems as possible. Не знаю. А где Шепард умер? C4 opens up a bit of an angle. Kill him. А, я видел этот момент. Bosco is off the board first, and his faults opens up a bit of an angle. Он пикал его? Talked about before. Bosco is off the Он его пикал, по-моему, да? Да, он его пикал. opens up a bit of an Э, on the head of Shepard. A quick Да. there and drops the man just carrying on the Подвела реакция. close corners who went adrift to try and find the fight himself, but not in that way. Pulse is gone, and with still a C4 in the pocket, Ну, and one on a pre. типа, See if they can try and utilize some. мне кажется, Фульцу было легче убить. Вообще там, типа, ну, когда ты стоишь сверху, тебе проще убить человека снизу. Потому что ты его лучше видишь. Так что, мне кажется, Шепарда вообще не стоило пикать. Но там такая, типа, да. Potential 2 bits of damage. Мог убить, а мог и не убить. Angle pops it off, doesn't quite get the catch he wants to as Rampy's causing as many problems as possible and trying to just sliver a bit of a lockdown here. 40 seconds, Dan goes round to Art and finds the fight. Faults knocked out of the park now and always is trying to get a bit of control on a site that is currently bodiless. По-моему, сейчас кто-то откиснет, я забыл кто. Position to potentially go for a bit of a swing as Rampy with a bit of verticality А, я вспомнил, они не услышали, что чел ставит. to come through. Они не слышали этого. А где Олвейс погиб? Чё-то я проебался. Faults knocked А, его тоже убили с этой дырки. the park now and always is trying to get a bit of control on a site. Вон Рэмпи бежит, кажется. There's not many people around as Joystick that is in a good position to potentially go for a bit of a swing. А, не, его в потолок убили, бля. A bit И все, и они не слышат, что чел ставит. to come through. The plant is coming down. Э, Space Station Gaming are close to be taking this on with a 3-pointer here as it's only up to Dan now. He's trying to retake the top floor control. There's 2 members of Space Station Gaming around here. There's a bit of pressure coming down from Estro, but he's falling back down to the bottom floor. It's hot and cold that is still here on the balcony. Is he the one to lock it out? Is it Rampy? Is it Skies? Which member? Space Station Gaming is going to take the honors right here to pull the 3-pointer home. Be hot and cold. They managed to win it here. They managed to take it home. Да. Hey, thank you, folks. Ну что, ребят, вот мы и посмотрели первые 2 игры Team Empire на Сыгровском мажоре. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Увидимся в следующих видео. Пока-пока.